Запуск трансляции в пустынной улице с тобой. Мандаринки мои. Джинка, ну-ка послушай, там звук нормально? Спроси, там это нормальный звук? Хочешь мандаринку дам? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел заяц, вышла Джина погулять. Так, сейчас это отправлю. В телегу, что у нас стрим. Диночка, ты что там нюхаешь у меня? Воняет, что ли? Или пахнет? Ну, чему я лапу? Что, ну нельзя на стол залазить, нельзя, Зинка. Go на стрим. Да, вот так напишу go на стрим, Джина. Вставить. Ссылочка. Go на стрим. Эй-эй. Динка, я вот тебе стул рядом поставил для того, чтобы ты... Я вот думал, как стул поставить так, чтобы Джинка лицом туда смотрела. А то получается, она всегда спиной к вам сидит, а ко мне передом. Ну, типа, она же ко мне приходит. Как вот мне вот так ее посадить, чтобы она вот так сидела? Надо, чтобы спинка была здесь, тогда она не сможет сюда, наверное, да? И будет туда смотреть. Ну-ка, давай попробуем. А тогда она не сможет на меня лапу поставить, да, Джиночка? Лапу дай папе. Вот так она не сможет сделать. Такие женственные лапки у тебя, Джиночка, гладенькие, шелковистые, такие аккуратненькие. Ух ты, что тебе, спусть, ты уже засыпать начинаешь, да? Подпаткин голос. Как многие пишут, что это у тебя голос какой-то, мы под него засыпаем. Я начинаю говорить, и Джина приходит, сейчас она вот игрушечку уже там достает, да, это мне сейчас игрушку притащит. Пошла. Пустынной улице с тобою ряд. Вот, Джина, не надо только вот этим заниматься здесь, а? При всех. Давай, это уже 1 миллион человек подсоединилось. Сейчас стрим закончим. Джина! Сучка. Крашена. Так. Что там у нас? Есть кто на связи-то? Обкурилась. Ольга говорит, я к вам уже еду, но я обкурилась. Так, Ребзя, это я в Телеграме. В Телеграме у нас там это... девчонок много, так весело. Так что я вас сейчас туда отправлю, кое-кого. Кто еще у нас там нету? Кто еще у нас там нету? Понятно? Ольга, это которая песни поет у нас в Телеграме. Вот ссылка. Да уберись ты, блин, эта гребаная херня вот эта вылазит, а? Что придумали? Ну, кто-нибудь пустите это сообщение, чтобы моя ушла вверх.
Ай. Так. Ты в розовом, я упала. Вообще-то это не розовый. Это какой-то красный. Красный с чем-то. Розовый другой цвет. Розовый вон у Тайсона вот тут вот. Вон там он. Так. Вот. Закрепить. Как звука нет? Че, звука нет? Алло. Ну-ка напишите, звук-то есть? А я сейчас сам посмотрю, что вот у вас не дождешься, пока вот допросишься. Сейчас VPN только выключу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, звук отличный, ты что там гонишь? Кто это написал? Кто это тут нам обманывает нас? Сейчас найду, заблокирую. Кто это написал? Ну ладно, не буду, а то уже проехали. Так, Ольга пишет, Леман, Даша. О, вот она, Ольга. А ты что там в чате? Я что-то не понял. Кто мне обещал, что на стрим приедет песни петь, а? Давай, быстрее, мы ждем тебя. Ты хорошо поешь, мне нравится. Будем минусовки запускать. Микрофон отличный. Гитару только захвати там по дороге. Или у тебя есть своя гитара? Так, всем привет. Мам, привет. Вот пишут, есть. У всех есть, а у кого-то там нету. Леман, Даша, Лара, Белла, вы здесь? Ты смотри, у нас какая там команда. Леман, Даша. А я вот думал, это Леман, это настоящее имя или это просто ник какой-то? Леман. Даша. А кто такая Даша? Лару помню. А вот Беллу помню, Лару. А Дашу что-то я не помню. Так, ладно. Джина, где ты? Тут тебя спрашивают. Ты что там лазишь? Она вон пошла в туалет, что-то смотрит. Джинка, иди сюда. Иди к папке сюда, залазь. Она вкусняшку-то она съела свою. Я ей перед тем, как картоху пожарить, давай сюда, залазь, Жиночка. Иди сюда. Давай, залазь. Ну залазь, ну чё, ну залазь, ну Диночка. Вот ты, сучара. Давай сюда. Она говорит, это сейчас. Давай, залазь, давай сюда, апорт. Канатик свой принесла мне. Дай. Лохмотья свои принесла, а ей нравится, она их постоянно выдергивает, эти ниточки, а я ей не выбрасываю, она валяется. Тебе нравится это, да? Лохмотья. Глаза закрой. Открой рот. Глаза закрой. Да что ты мне перебиваешь постоянно? Глаза закрой, открой рот. Закрой глаза, Джина. Ну блин, ну я ж тебя учил. Глаза закрой. Ладно. Блин, на камеру ничего не хочет делать, а? Без камеры глаза закрывает вот так вот руками. Двумя. И рот открывает. Я ее научил, а она не хочет на камеру ничего делать.
Вообще сказали, давай в Телеграме стрим запускай, там хоть кого-то подсоединить можно пообщаться. Я говорю, у нас там, блин, народу нифига нет, с кем общаться-то, если здесь две коллеги сидят, а в этом вообще тем более не будет. Поэтому давайте все в Телеграм, в Телеграме интересно, я вас могу подключить, вы там себя покажете, питомца своего продемонстрируете нам. Интересно? Прикольно, давайте. Залетайте, ссылка в телегу вон в описании. Так, кто-нибудь подписался? Сейчас посмотрим. Так. О! О! Ничего себе вы быстрые, шустрые. Привет, Дима, Данил. Привет, Данил. Как жизнь? Рузанна, я подпишусь в телеге на вас. Давай, Рузанна, сейчас ждем, давайте сейчас. Рузанна. И напишите в телеге. Я Рузанна. Напишите сейчас. Я Рузанна. Интересно, Белла пляшет. О, Белла тоже здесь. Гагик пишет, Дима, ты... Кстати, всех защитников Отечества, мужчин, поздравляю с праздником. Будьте здоровья вам всем и будьте счастливы. Да? Вы меня поддерживаете? Что-то я там читал. Так, Гагик. Дима, ты видел, что породу американский булли запретили в Англии? Да, у меня в Инстаграме я смотрю, там, правда, все не на русском, я ничего не понимаю, но так примерно понимаю, что там пипец происходит, конечно, очень жалко. Что-то всех прям вылавливают на прогулках, отбирают, что ли, или как что-то там прям по-жесткому это все. Кто-то хочет спасти, вывести хотя бы, а они разрешают. Что-то очень странно. Ну, потому что, друзья, вот вы говорите, були они не агрессивные. Вот кто так говорит вообще, что как может это вообще? Во-первых, это собака. Во-вторых, это питбуль где-то там глубоко был когда-то, да, в крови. Как он может быть не агрессивный? А если вот такие всякие намешанные, что попало там намешано, получилось булли, это тебе не питбуль, в котором ввели эту селекцию по лояльности к человеку. А булли хрен знает откуда, как она вообще появилась, эта порода. И у нее вообще вот с кукушкой вот так вот. Она и на человека вообще легко прет, и на собаку прет. Так что не слушайте, кто говорит, что булли это. Может быть, есть экземпляры спокойные, но сколько я видюшек смотрел, у них вообще кукушку сносит, они кидаются прям как сумасшедшие. Ха-ха, почему говорят только защитников Отечества? Ну как сказать, защитников, защитников, да? Но я не имел в виду, что это Отечество того. Защитников, в общем. Солдатики тоже защищают Отечество. А как вы это смотрите меня в Телеграме? Пишите в Телеграме и смотрите, что ли? Или вы не смотрите? Афина, водка там сидит. Сама говорит, водка. И Ольга, что вы там сидите? Я сейчас выключу. Я ради вас мне написали. И говорю, давай специально быстро картошку вот жарил я. И мне начали писать, давай стрим. Я думаю, ну как стрим? Сейчас пока пожарю, пока поем, туда-сюда. И еще кто-то подсоединился. Давай, давай. Я говорю, ну ладно, сейчас быстро пожарю, быстро поем и запущу стрим. Чуть не подавился, запустил, а они сидят вон в Телеграме, им вообще не интересно стрим, а водка. Ольга там сидит, тусуется. О, кто-то к нам, Олег к нам подписался с питбулем. О, фотки уже нам сюда кидают. Так что, друзья, давайте, залетайте. Оля, петь будешь только с тобой. А со мной что, не будешь петь? Я буду подпевать, у нас хороший дуэт получится. Так, Нихаль пишет вот в Телеграме. Ух, симпатичная девушка к нам подписалась. Давайте я вам покажу, кто подписался. Так, телефон не за это. О! Ну, давай фокусируйся, ё-моё. Ну, вы поняли, короче, да?
Вот Джинка непонятно, чего вот она там встанет. Вот у меня там 2 старых пакета про плавность стоит. Я уже ей корм не даю, ну вот, ну Джина, нельзя. Я ей корм не даю, но она все хочет и выпрашивает его, говорит, дай пожрать мне этот корм. Дай сожру. Его можно, кстати, использовать как в качестве вкусняшки. Опять пошла туда, встала там. Татьяна Николаевна, ну от вас-то я не ожидал. И она тоже сидит в Телеграме. А для кого стрим запустил? На стриме никого нету, а они все в Телеграме сидят. Так, еще кто-то тут. У нас питбуль какой-то. Мадимак. Питбули, короче, к нам подписываются. Димон пишет, Данила пишет, Димон, привет, можешь передать привет моему сыну Димке, ему 5 лет, он очень ждет. Димка, 5 лет! Ческа! Привет тебе, огромный, от меня и от Джинки. Джинка, ну-ка иди сюда, давай Димке привет передадим. Джина, ко мне. Сейчас Джинка тебе особенный пламенный привет передаст. Давай, иди сюда. Привет передай пацаненку 5-летнему. Иди сюда, залазь. Давай. Сидеть. Скажи привет. Привет. Погромче. Еще раз. Громче. Ты моя сладкая. Вот такой тебе, Димон, привет от меня и от Джиночки. На ютубе нет оповещания, Розалина пишет. Странно. Валентина. Что-то у нас на стриме, ой, в телеге. Все, короче, в телегу. Ну, Джина, в телегу перешли. Короче, все с ютуба к нам в телегу перешли, и все, никто здесь не остался. Татьяна Николаевна пишет. Да я зашла в телегу на секунду сюда вверх. Всех пригнать. Не обижай нас. Я вас обижаю. Нормально. Я, значит... Попросили меня, давай стрим. Я говорю, давай. И все, я им оповещание всем отослал туда, что у нас стрим. И они все равно в телеге сидят все. Это еще я обижаю. Это вы меня стараетесь обидеть как-то. Данил пишет, отлично, помнишь меня, а ты как? Не помню тебя. Спасибо огромное, мы вас очень любим. Данила. А, это ты, да, написал это? Кому я привет передал? Данила. А, да. О, вот это я понимаю. У него и здесь аватарка такая же, и здесь. А Джинка все лезет в пакеты и пытается вытащить оттуда корма. Джина, я тебе такую вкусняху дала. С коровий нос напополам поделил. Вероника, кто куда, а я на выгул приду, присоединюсь. Ну ладно. Придется ждать Веронику. 125 зрителей. Что-то мало, Гузаля. Привет, Гузаля. Читаю ваши комментарии везде, очень приятно, спасибо. Максим пишет. Дима, как Джинка могла приготовить оливье на Новый год, когда у тебя были боли в спине? Ну, потому что Джиночка у меня очень внимательная. Старается всегда папку во всем поддержать, угодить. И когда у меня, кстати, еще и вот 2-3 дня уже что-то потихонечку опять спина начала болеть. Наверное, опять продуло чуть-чуть. Ну так, слегка. И вот когда я ей говорю, что-то, Джиночка, я не могу встать. Она говорит, да ладно, нормально лежи, ты мне скажи, что надо сделать. Я все сделал. Я говорю, возьми там, то, нарежь так, свари то-то, то-то. Смешай и майонезом все заправь. Все. Она не будет говорить, а что это я должна? Да я устала, да у меня там сериалы, да ты весь день лежишь, телевизор смотришь, футбол с пива пьешь, а я тут то все глажу, стираю, убираюсь, и еще должна тебе оливье готовить. Нет! И все, и вы поругались. Не, у меня такого нет. У меня все гармонично. Попросил, без вопросов, все сделано.
Вот так. И вам того желаю. Всем привет, Олег пишет. Привет, привет. Ольга Одинцова. Я ее удалили. Я ее удалили. Вот это мужики, которые любят.Ничего не понял. Максим угорает. Так, мам, привет. Потому что у Жинки нет телевизора. Ну да. Если был бы телевизор, она бы сериалы, думаешь, смотрела, да? Не, она не такая, она не любит лежать. Она не зомбированная пока что. Так, в Телеграм подписываемся, друзья. Еще 2 человека осталось, и будет круглая сумма. Круглая сумма, круглая цифра. Ссылка на телегу в описании. Так. Пам-парам-пам-пам-пам. Я ее удалили. Ага, потому что где Канекорса? Привет из Красноярска. Красноярск. Это далеко. Да там холодно, да, походу? Ну, у нас тоже не тепло. Алла, я с Украины. Смотрю вас. Подписалась Жинка, а у вас умница. Алла, а что это вы к нам на телегу не подписались, а? Что-то я вас тут не вижу, Алла. Не подписались вы пока что. Просто Вика пишет. А, Дим, скажи. Сейчас скажу. Сейчас спою. Ой, Джиночка так смакует смачно. Узелки развязывает на вот этом канате. Ей так нравится возиться. Слышите, да, как она там это чумакает? Так, что-то это, Дим, скажи, включались ли у твоих собак охранное качество в лифте? Если да, как справился, каким методом? В смысле охранной на человека? Никогда в жизни. Ни у Тайсона, ни у Джинки. И иногда я так думаю, что у нас часто такое происходит, и лифт открывается, и стоят люди, которые, ну, заходят в лифт, да. Такой, я сам такой, неожиданно. Ну, я представляю. И всегда думаю, вот сейчас дверь откроется, да, лифт, и там кто-то стоит, и как лишь бы Джина никак не среагировала. Я всегда спокоен, потому что знаю, что Джина на людей вообще никак. То есть, ну, стоит человек, вот сегодня, по-моему, тоже, да, было. А я сам переживаю не просто, что она на людей, а что человек может быть с собакой, потому что у нас есть в подъезде несколько собак. Один Амстав, прям, но они в такое время гуляют, в позднее, чтобы ни с кем не встречаться, но мы их иногда встречаем. Есть один охотничий и один йоркширский терьер. Ой, какой он этот тявкалка, и Джина его тоже не любит. Она не любит, когда на нее тявкают. Прям он такой вредный, мелкий, такой. И, блин, когда они вот бывало встречаются, она его просто готова разорвать. И не дай бог, вот попадется. Хорошо, что у нас все на поводках. Потому что я смотрю, у нас в соседних подъездах собачники тоже есть. У них там у одного Канекорса, тип, ну, по-моему, метис. Он постоянно без поводка. И в подъезд без поводка заводит. Я не знаю, как бы, не дай бог, он так встретится нам вот так. Но у нас все на поводках. Поэтому, когда собаки на поводках, все нормально. Даже если они друг на друга лаются, можно всего избежать. Потому что я всегда в лифте Джинку держу за собой. Потому что если вдруг впереди будет, откроется дверь, стоит человек с собакой, они-то не такие, как я. Продуманные, наперед не думают они. Они просто стоят расслабленные и ждут, когда приедет лифт. И дверь открывается, и тут бац, питбуль Джина стоит. В ответку, да? Нет, у меня Джиночка всегда сзади стоит, я ее вот так ногами держу за собой. Если стоит человек с собакой, они чуть-чуть отходят, и мы проходим. У меня Джинка вперед никогда не вылетает с лифта. Вот, потому что я знаю, что человек может с собакой стоять на распущенном, на расслабленном поводке. Если потянется в сторону Джинки, я ногой ее сразу остановлю. А Джинку буду держать сзади. Так что у нас ничего не произойдет, потому что у меня всегда все под контролем. А на людей вообще никогда, Джина, такого нету. Джинка к людям вообще хорошо. И с детьми я всегда вот стараюсь показать, когда у нас там мимо садика, мимо школы проходим, там у нас горка, постоянно
такая вот куча малая из детей, там вот эти вот лесбиянки всякие, самки, дети орут, вот так машут. Я специально там прохожу, стараюсь поснимать, чтобы вы тоже видели, что Джинка к детям, даже они, если руками будут махать, она абсолютно к ним равнодушна. Пока с ней не начнут заигрывать там, да, играться с ней, она будет идти своей дорогой. Вот. В этом плане меня устраивает, что мои собаки не реагируют на людей, потому что я вообще не понимаю, зачем люди ходят, водят своих собак на ЗКС. Ладно, если у вас там участок, и вам нужна собака, которая должна охранять, например, да? Но если вы живете в городе, зачем тебе водить собаку на ЗКС? Не дай бог там какой-нибудь человек пьяный или детеныш руку рядом с собакой поднимет, она же может среагировать, нафиг она надо. Да и я не знаю, на кого вообще натаскивать собак, что к вам? Пристает кто-то в городе, что ли? Уже не то время, чтобы кто-то кому-то там на улице приставал. Да даже в лесу вон ходят люди, и никто никому не пристает. Может, я просто не замечаю? Может, у нас этого нету здесь, а у вас там есть? Владислав Григоров у нас тут девчонок цепляет. Смотри-ка, зашел в мой малинник и уже там со всеми перезнакомился. Одна, говорит, губастенькая, другая там еще какая-то. Цепляет тут моих девчонок. Ишь ты, Григоров, Владислав. Друзья, залетайте к нам в Телеграм. У нас там все видюшки, которые я показываю в Ютубе, выходят в первую очередь в телегу. И вообще много чего выходит в телегу, чего не показываю в Ютубе. Так что залетайте, друзья. Ссылка вот в закрепленном комментарии. Глеб Павлов, привет с Уфы. Привет, Уфа, Яна. Дима, в Телеграме меня попросили задать вопрос о любви. Я задумалась и придумала вопрос. А вы полюбили породу итальянцев? Итальянский, хороший вопрос, да? Про любовь. Чуть-чуть это изменили, да? Вы полюбили породу итальянский канекорсо? А вы полюбили породу итальянский канекорсо? Вопрос со смыслом или просто прямой? Почему я должен полюбить породу итальянский канекорсо? Вот тоже у нас есть Валентина Муртазина, который частенько в комментариях, помню, вот я читал вопрос от нее, сейчас там кто-то что-то... Приятно слышать. С праздником. Приятно слышать. Аноним. Привет, привет. С праздником. Спасибо большое за донатик. Блин, меня перебили. Что я хотел сказать? Вопрос пишет такой, часто писала раньше, что Дима никого не полюбит, кроме своей собаки. Ну, в смысле, что других собак чужих никогда не полюбит, кроме своей. А я думаю, к чему этот вообще вот этот комментарий? Почему я должен полюбить всех собак каких-то? Непонятно. С чего это вдруг я должен полюбить каких-то там чужих собак? Что это значит? Не полюбит никогда чужих собак. А я что, должен был полюбить? Все любят, а я не люблю, что ли? Или как это? Я вообще не понимаю, к чему это. И я такой, а почему я должен полюбить? У меня есть Джиночка, я ее люблю. Был Тазичка, я его любил. А почему я должен любить кого-то там? Еще кого-то там. Вообще непонятно. Поэтому, друзья, у меня есть моя собака, которую я целенаправленно искал, нашел, ждал, вырастил. Я ее обожаю. У меня страсть к ней. И я живу этой собакой. Почему я должен еще кого-то любить? У меня есть моя собака, в
вкладываю всю свою любовь, в которую отдаю всю свою любовь, всю, и мне хватает. У меня большое сердце, просто мне хочется куда-то любовь свою отдавать. И я отдаю ее Джиночке, потому что больше некому. А насчет других собак, ну не знаю, по Канекорса как-то, ну и Канекорса, как ко всем породам отношусь так. Вообще у меня интерес к питам. Вот появился пит, вот у меня когда был таечка, и интерес был ко всем боксерам, да, вот прям смотрел, интересно, когда встречаешь какого-нибудь боксерчика, прям такой классно. Не, я и сейчас, если боксера встречаю, это очень редкая порода, и когда ты ее встретишь, она так красиво выглядит. Все-таки боксер, она все-таки особенная какая-то вот порода, и внешность у нее особенная, не как у всех, то есть, да, многим не нравится она из-за того, что морда такая вот курносая, квадратная, типа кирпича просит, как будто бы, ну, многим не нравится, уродливая, говорят. Ну, не знаю, мне кажется, наоборот, это ее изюминка этой породы. Это как у бультерьера, да, вот это вот сайгачина, глазки такие маленькие, узко поставленные, ехидные глазки, тоже у нее изюминка. Со стороны, я раньше тоже не любил, думал, что за крыса какая-то страшная. А потом, когда начал с ней общаться, с этой собакой, мне наоборот понравилось, и я даже захотел такую породу. Поэтому это ее изюминка. Вот у боксера, кто не понимает, ему тоже не нравится, а вот мне нравилось. И, то есть я все жил этим боксером, все, она мне просто, это для меня такая собака была. Вот. А потом, ну я всегда хотел несколько пород, поэтому я вот следующую взял питбуля. Теперь я питбулями вот просто живу, мне нравится, я вижу питбуля, все, мне нравится, мне хочется подойти с ним, пообщаться, своего поближе подвести, сравнить их, что, как, вот просто, знаете, повзаимодействовать. Мне нравится, как вот он себя ведет, короче, характером. Короче, мне нравится изучать теперь питбулей. Вот. А к Канекорса там и к другим, это я так вот равнодушно. Ну как собаки интерес есть, да. Все собаки хорошие по-своему. Но вот все-таки нет такой страсти, да, как той вот, как которая у меня есть сейчас собака по питбулю. Да, Джиночка. Так, ответил на ваш вопрос следующий. Ты топ, Глеб. Я топ. Топ. У меня тут, короче, есть эти, я хочу их съесть. Вчера пошел в магазин, и там выложили ящики с мандаринами. Прям только привезли, выставили, и там, знаете, были вот эти вот маленькие такие, все такие аккуратненькие, как на подбор, а. И вот там еще у меня есть большие, они такие большие. Одни сладкие, ну не такие сладкие, не особо сладкие. А вот эти маленькие, они чуть послаще, но кисло-сладкие. Вот. Прикольно. Что у нас тут в телеге пишут? Димин стрим и мои прогулки всегда совпадают. Ну, извиняйте, я обычно вот в 7 часов стримлю, может быть, надо пораньше стримить. Потому что у меня, да, кстати, прогулки тоже обычно вот в 8 часу вечера. Но так как сегодня я утром погулял и днем погулял где-то часов в 4, может быть, мы там где-то часик погуляли, 4, 5, 6, 7, ну вот где-то в 9 часу мы пойдем гулять часов в 9. Три раза в день, получается, мы сегодня. А вчера катались на санях. В Телеграм я уже скинул, что мы на санях катались. А вы еще никто не знаете. Так что залетайте к нам в Телеграм, у нас столько всего там интересного. Ё-моё. Белла пишет, в Узбекистане красиво, наверное. Ай, там так красиво, Белла. Белла. Там такие горы. Лучше гор могут быть только горы. Там такие реки, какие там озера. А какая кухня восточная там. Шашлычок, казан-кабоб. Ну а плов это вообще что-то. Ах.
Хорошо, что я поел, а то бы у меня сейчас слюна пошла. Дима, у меня нет чистого звука, я не могу петь тебе в стрим. Прости великодушно. Кстати, так, я сейчас вам включу песню, которую Ольга пела и мне понравилась. А как ее найти? Столько всего уже сообщений, а. Ольга, как найти эту песню? А ну-ка, вот последний. Так, сейчас, секундочку. Не, это не то. О, вот это, да, по-моему. Нет, она начинала там про Кармен какой-то. Говорила, какой Кармен? Байки из склепа называется, а не Кармен. А, во. Какой Кармен? Кармен это красивая песня. Вы чего? Кармен. Кармен это классика. Это Все, Ольга, сейчас тебя все услышат. Где наша песня? Ну, чуть-чуть у нее со слухом не очень, она не попадает в нотки иногда. Признаться ли, какой меня всегда хозяйство заносило. Ла-ла-ла-ла-ла, в кармане тянет и баси, но потом сейчас смелее мель. К дверям поближе вызову такси, продолжим танец в номере отеля. Не коньячку, а девочки, вина уже горят, потертые подошвы. Гитары смолкли в зале тишина, вдруг все встают и хлопают в ладоши. И паренек с накрашенной губой, весь извинен в женственной манере, идет ко мне походкой голубой и говорит о танцах о бандере. Что он контракты подписать готов, что буду я как Микки Маус в сфере. Он дарит мне букетище цветов и медный кубок литра на 4. Он тёлку даст, какую не спроси, и коль горячку не начну пороть я, от меня воняет и в оси, и мне бы это в розовых лохмотьях. Всё. Вот мне нравится, она, знаете, такая позитивная, открытая, Продолжение. хихи, ха-ха, такая веселая, классная Это она. конец. Поэтому я говорю, приезжай, будем песни петь с тобой на стриме. Так что, а она говорит, я, говорит, не приеду сегодня. Да, Татьяна Николаевна, вот она, Татьяна Николаевна знает, она у нас тоже в Телеграме. Я надеюсь, ты не это, что я тебе показал нашим всем. Как ты поешь классно. Та-да-да-дан-тан-тан, та-дан-тан, та-да-та-да-тан, та-да-тан-тан-тан, та-дан-тан-тан-да-тан-да-дан. Так, Севаса. Народ с ума сошел, ориентацию выясняет. Ну, блин, понебратству. У меня друг разошелся и 8 лет живет, так что сейчас так ушло. Живет счастливым и одиноким. С ориентацией все нормально. Я бы не понял, вы при чем здесь ориентация? Это кто тут про ориентацию спросил? Кто-то засомневался что-то в чем-то? Так, Дима, а ты был в Самарканде? В Самарканде, к сожалению, не был. Да я в Узбекистане много где не был. Я оттуда уехал, я щеглом был. Мне сколько, 15 или 16 лет было. Где я мог быть дальше своего города? Ну, выезжал, да, в Ташкент, там какой-то соседний город.
И то на работу. По работе с пацанами ездили мы, короче. А так нигде не был. Надо съездить, надо все объездить. Так что Кирилл Шабанов, кстати, он попросил, говорит, давай стримчанский в честь 23 февраля. Я что-то такое, не хочу. А потом еще начали писать, давай. Я говорю, ай, ладно. Поболтаем, шушуть. Маша, ну вот вы знаете, насчет укусу пёселя, который воспитан профслужбами. У нас в кинологической службе встречались такие собаки, а списать жалко. Ну вот вы знаете насчет укусу пёселя, который воспитал проф... Ничего не понял. Так, Клаудио пишет на каком-то непонятном Робино International доктор наук American Classic. Хайдуйду. Ольга, вы первая на претенденты руки и сердца. Не, Ольга у нас зажигалка в нашем телеграме. Прости, у меня 12 ночи, Ольга. Это, ну ладно, 12 так 12, ничего страшного. Роза, да, голос хороший, слышала в телеге. Да, Роза. Ну, кстати, у вас одна фамилия, вот Роза Муртазина и Валентина Муртазина. Я, по-моему, вас спрашивал, да, вы случайно не родственники? А то так как-то совпало, да, интересно. Однофамильцы Татьяна, Даша и не только чата. Даша и не только чата. Дима, насколько сильно тебе надоело, что все кругом считают и сватаются? Татьяна, Дима, насколько сильно тебе надоело, что все кругом сватают и сватаются? А что меня достает туда? Мне никто не достает этим. Ну, пишут иногда, вот только вы пишете. В комментариях часто бывает там, жениться, говорит, тебе надо, ты все с собакой. Почему люди решили живут по стандартам, что обязательно всем нужно жениться? Зачем? А почему именно жениться? А просто нельзя, например, с человеком, да, жить просто? Обязательно жениться надо, что ли? Мне жениться не надо, я уже там был, больше я не хочу. А жить можно и без женитьбы с человеком. Зачем именно жениться? Зима, с праздником вас, защитником Отечества. Спасибо, Марина. Роза, нет, не родственники пишут. Однофамильцы просто. Слава богу, ты русский. Я русский? А что, кто-то сомневался, что ли? А кто я? Кем я еще могу быть? 23 февраля, здоровья тебе всего. Спасибо большое. Хоть я и родился в Узбекистане, но я русский. Я же не похож на узбека. Но акцент у меня чуть-чуть есть, да. Могу чуть-чуть с акцентом разговаривать, да? Ай, ё-моё. Или как оно там? Гапьёк. Нет, так, это привет из Узбекистана. У тебя Лана с Узбекистана. А какой город Лана? Интересно, девки пляшут. Как это на узбекском спросить? Каирга. Нет, Каирга не то. Город. Давлат? Нет, Давлат это страна. Алмалык. Недалеко, кстати. Алмалык, что-то знакомое. Я Черчик, Ташкентская область, жил там. А если бы Дима был бы не русский, что стало бы человеком второго сорта? Да при чем здесь второй сорт человек? Просто, наверное, думали, что если я с Узбекистана, значит я узбек почему-то должен быть сразу. Я тоже родилась в Узбекистане, город Фергана. В Фергане я был, да. Фергане, это вот я с Черчика ехал в Фергану через перевалы, там такие классные горы. Хочется туда. Но очень жарко там, очень жарко в Фергане, да?
Ну, в смысле, в Узбекистане. Черчик знаем. Да кто же не знает Черчик, это, наверное, самый классный город на земле, Черчик. Ольга Одинцова, я новенькая. Ну и все, познакомимся сейчас быстренько. Задавайте вопросы, я на все отвечу. Да, Джиночка, ты куда пошла? Тебе надоело, да? Все, спать пошла. С Сибири, но борзая. Ольга Одинцова. А из Сибири, но борзая. Борзая? Что это, как это понимать, борзая? А залетайте к нам в Телеграм, мы вас проверим на борзоту. Галина, Дима, здравствуйте. Я давно смотрю твою Жиночку. Давненько таких, как она, не существует. Наверное, таких, как она, не существует. По-любому, такая только у меня и у Майкла Джексона. Обними ее за меня, люблю вас, Жиночку, и тебя за твою доброту и адекватность к окружающим. С праздником тебя, спасибо, Галина, очень приятно, очень-очень. Кубан. Дима, портрет Аська где заказывали или подарили? Друзья, это подарили. Дима, где Джин? Вот только что ушла, вы не видели, не заметили, как она ушла, незаметно ушла, Татьяна. Вопрос со смыслом. Проехали. Маша, мне хочется прочитать Маша и Медведи. У меня мама с Ферганы русская. Да там много русских. Ну, хотя уже немного, уже мало осталось, все уехали. Разъехались кто куда. Пабам-пам-пам, пабам-пам-пам, пабам-пам-пам-бабам-бабам-пам-пам. Та-дан-тан-тан-тан-тан-тан. Ладно, большой привет, Жинке нашей. Хорошо, и вам тоже большой привет. Маруся пишет: Дим, привет, очень тебя люблю. О, ничего себе. Не называй, пожалуйста, Алая. Чего? Не называй, пожалуйста, Алая. Пастухом это волкодав. В первую очередь, это боец с большой буквы. Ничего не понял. То, что любите меня, понял. Приятно, спасибо. А дальше не понял. Так, мама русская, бабушка чеченка, а по отцу я полностью русская, Маша пишет. Мама русская, бабушка чеченка, а по отцу я полностью... Ну, значит, у вас есть крови-то чеченские, значит, вы не совсем русская. Папа русский, мама русская, но у мамы мама чеченка. Значит, у вас в крови есть чеченская кровь. Вот, наверное, да, так будет. Привет из Ирландии. Привет, даже в Ирландии нас смотрят. Нифига себе. Вот это да. Сейчас, секунду. Ирландия. Так, Татьяна, как это вы могли пропустить начало стрима, а? В Телеграме написали. Безобразие. Так, сейчас. Включить Wi-Fi. Дима, общий вопрос от 5 дам. Ничего себе, это вы где сговорились? Севаса. Сейчас. На общак, значит, у вас, да? Общак. Дам, узнают ли вас с Джиночкой?
Узнают ли вас с Жиночкой? Узнают, да. Но с Тазичкой узнавали и больше. Наверное, потому что Тазичка добренький был, совсем его все любили. Незнакомые люди на улице общаются с вами или хвостик вас охраняет? Не, меня не охраняет Джинка вообще, она со всеми. Если я с кем-то заговорю, она тоже начинает общаться с человеком, лапки может поставить. Но она не такая приветливая, как был Тайсон. Тайсон просто обожал людей, если кто-то ко мне подходит или заговорит, то он сразу хвостиком. И такой весь прямо из себя, у него вот эта хвостулечка, тык-тык-тык-тык. Джинка так, более такая сдержанная, она может, да, там, перчатку отобрать. Ну, не такая, как Тайсон, да. Все-таки Тазик у меня такой очень дружелюбный был пес. А так, да, узнают бывает. Возьмите у нас снег и мороз. Да мы вам свой отдадим уже, блин, уже так надоело эти холода. В этом году, походу, больше всего снега у нас. Потому что у нас в парке вообще что-то не чистили. Вчера почистили, там вот, вот так по краям все распихал трактор. И теперь такие сугробы можно там как в лабиринте ходить. Так, у нас снег, Дима, добрый вечер, с праздником, Ольга пишет, здравствуйте, спасибо, добрый вечер, как у вас дела, у Джиночки хорошо, Андрик, уже лето, хочется лето, мне всегда лето хочется, поэтому хочется куда-нибудь вообще в теплые края, не люблю я зиму. Хотя, видите, зимой тоже можно какие-то занятия себе найти, типа там на лыжах покататься, на собаках. Блин, знаете, как люди реагируют, всем нравится, никто вот такого у нас такого... Ну, никто не ездит на собаках, на лыжах, кроме меня, блин. Поэтому они, наверное, в жизни такого не видели. А тут я, значит, мчусь со питбулем, блин. Ладно, там какие-нибудь пушистые, добрые лайки бегут, да, тут питбуль такой, я, наверное, в офиге. Вот вчера мы катались тоже, две женщины такие, прям так понравилось, мне, знаете, так приятно. Мне приятно, да, вот когда люди реагируют вот так. И женщина с ребенком прошли, ой, собачка, ребеночек такой, собачка. А бывает, знаете, такие мамашки, блин, ой, смотри, сейчас собака, ой, иди сюда, ой, уйди, не подходи к собаке, ой, а то укусит, и все, и зашуганный ребенок весь, он в следующий раз будет собака идти, он уже все, он будет бояться. Никогда не говорите так своему ребенку, он же маленький, не понимает. Он не знает, что такое укусит, а вы ему говорите укусит с такой интонацией, он уже заранее боится. Хотя его ни разу не кусала собака, он не знает, что это такое, но он уже боится, вы ему уже науськали то, что это страшно, это нужно бояться, не дай бог. Нельзя так делать. В следующий раз он будет просто видеть собаку и шарахаться от нее. Вам это надо? Наоборот, говорите, собака классная. Аккуратненько надо говорить. Не подходи, там, ручки не тяни, там, не играйся, не маши ничем, там, перчатками, варежками. Как-то надо аккуратненько, а не так, ой, уходи, убегай, укусит, не подходи. Это пипец, просто потом вот вырастают вот такие, блин, эти мужчины двухметровые, которые шарахаются от собак, блин. Так, Татьяна Николаевна, я на тебя глядя тоже заказала себе такие лыжи. Да ладно, серьезно что ли? А как это вы будете? Даринка вас будет катать? Она тоже любит, да, вас покатать? Тянет сильно, да? Дмитрий, здравствуйте. Берем английского стаффорширского бультерьера. Английский стаффорширский... Стаффи, да? Девочку, что скажешь по этой породе? А что вы хотите, чтобы я вам сказал? Что я могу сказать? Знаком с этой породой очень даже тесно. Помните Хрюнделя, да? Нормальная собака. Кому как? Какая вам нужна собака? Ну, вы, наверное, если решили эту собаку, значит, вы уже все рассмотрели. Поэтому, что вам говорить-то про нее? А что вы хотите от меня услышать?
Собака как собака. Поконкретнее вопрос задайте. Что конкретно вы хотите услышать от меня? Собака, как все собаки, хороши. Выбирай на вкус. Под себя выбирай и все. Я бы себе такую не завел. Вот. А вы же завели, поэтому что я вам могу сказать? Чтобы вы переосмыслили, что ли, и не захотели себе брать ее, что ли? Нет, конечно, берите и никого не слушайте. Да, молодые ветра. Ольга тут что-то прислала. Сейчас послушаем. Гордость полными вагонами. О, я даже с тобой пою. Гордость полными вагонами. Я знаю эту песню, я ее тоже раньше пел. Золотыми погонами с юга дуют молодые ветра, разрывая в клочья облака. Не зовет издалека с дома мама, и не последняя любовь, а по небу бегут. Ты видишь чьи-то следы, это может быть ты, это может быть я, это может нас ждут, это может и нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Или это не та песня? А, это не та песня. Ну это же 7Б поет, да? Сейчас посмотрим, как Оля споет. Гордость полными вагонами, золотыми погонами с юга дуют молодые ветра, разрывая в клочья облака. Не забыли, шлют издалека с дома мама, и не последняя любовь. А по небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я, это может нас ждут, это может нам поют свои. Мне кажется, я лучше, чем она спел, да? Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Все, молодец. Молодец, да. Но мне кажется, я лучше спел, чем ты. Поэтому ставлю тебе 4, а мне 5. Привет из Вологды. Я недавняя ваша подписчица. Жиночку обожаю. А, кстати, где Жиночка? Жиночка, а где Жиночка? Давайте поищем Жиночку. А нет ли Жиночки? А может быть, Жиночка тут? Не, Жинка пошла, короче, к себе в номер. Устала она тут меня слушать. Но если вы хотите, я могу ее потом позвать. Можно дуэтом. Да я вам говорю, я бы... Вот мне нужно какую-нибудь вторую... Как это называть? Дуэтом, да? Кто дуэтом пьет? Как это называется, когда второй, кто это? Не соло, да? А в дуэтом. У нас всех таких песен. У нас всех таких песен. У нас всех таких песен. Дима, да. Молодые ветра. Это просто кто-то в группу вступил. Так, второй голос. Голос нужен. Голос нужен по любасу. Это сугубо мужской трек без обид. Да, наверное, потому что мужчина должен петь, и поэтому тебе не получилось, Оль. Выбери что-нибудь такое, вот, которое я поставил в начале. У тебя очень классно получается вот петь. Вот то, что я поставил, это... Сейчас поставлю. Как она там петь? Не мохнатый шмель, а жестокий роман. Под лаской Плюто побежден,
Все передумала, все равно не знаю, любовь. Плюшевого Не то. А, во. я словно бабочка. Монетизацию берут. Так, где это я потерял свой стрим, окошко со стримом? Дим, спой что-нибудь. Я могу вам «Золотые ветра» спеть, но надо минусовку включить, найти минусовку. Маруся, Дим, приезжайте с Женкой к нам в Красноармейск. С ночевкой мы вас любим. Меня Алабай, мальчик, есть вольер. Не, я так не могу. Я вас не знаю, надо познакомиться сначала. Тем более у вас Алабай. Хотите, чтобы Джиночку мою сожрал ваш Алабай, да? Не. Мы не на канале знакомств, пишет Ольга Одинцова. А мы со всеми с вами знакомимся. Почему бы нам не познакомиться со всеми? Блин, жалко, что здесь нельзя вот подсоединить кого-нибудь. Вот так раз, чик. Короче, Ольга Одинцова. Разрешаю вам подсоединиться к нам в эфир. Вы такая, оп. Окошечко, и вы такая с собачкой со своей сидите, говорит, привет, я Ольга, это Джек, это я Джек. Дай, Джек, на счастье лапу. Прикольно было бы, да? Почему YouTube не придумает вот это? Неужели они не додумались до этого? Подсоединить второго человека на стрим, а? Добавить. Шорс с Жинкой под эту песню классный. Ну да, шорсик классный. Кто не смотрел, залетайте к нам. Вот Жиночка залипла под эту песню, да. Это я просто что-то и вспомнил и хотел «Жестокий роман» посмотреть. Прямо это Михалков поет там. Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля белая в камыши, а цыганская дочь та-да-та-дан прочь. Кирилл, у Ольги хорошо бы получилось бы спеть Анну Герман песня «Эхо». Что-то не знаю такое. Если напеть, то я вспомню, а так что-то не помню. Кирилл пела ее. Дошик. Наталья, всех ребят с 23 февраля. Всех, друзья, ребята, поздравляю с 23 февраля. Пишет нам Наталья. Татьяна, поздравляю вас с праздником. Жинку поцелуйте в носик. Убегаю на работу. Какая работа? Время уже. Все с работы пришли. Оло, привет, напиши мне в личку, это я, Дмитрий, оло. Кто-то мне тут пишет, оло, привет, напиши мне в личку. Это я, говорит Дмитрий, оло. Нет, Дмитрий, мы в личку не пишем, заходите к нам на стрим и пообщаемся там. Мы ничего не скрываем, никаких личек. Так. Маруся, мы тебя ждем. У нас 30... наверное, мы от Москвы. 30 километров всего лишь. Тогда приеду, наверное. Но надо все равно познакомиться для начала. Наталья, спасибо. Юлия Цветкова пишет. Нафиг это сердце справа. Прилепи, оно же не работает. Не понял, какое справа сердце. Нафиг это сердце справа прилепили. Оно же не... ну вот оно мне тоже мешает. Я на него навожу. Вот я, например, Питбуль Джина, да, сообщение написал. И там такие 3 точки. Я хотел туда нажать, чтобы вылезло закрепить комментарий. А у меня вот эти вот сердечки. Я курсор навожу на них, они открываются. Типа это знаешь, когда ты нажимаешь на сердечки, и вот тут у меня в чате вылетают. Вот сейчас кто-то нажимает на эти сердечки, у меня вот так вот все летает. Зачем это придумали, вообще непонятно. Потому что даже непонятно, кто это присылает эти сердечки. Они только мешают. Дмитрий, у меня очень лично для вас. Не, у нас личного не бывает. У нас все на общак. Залетайте к нам на стрим, у нас все на общак.
Если лично, то в Телеграме пишите, если я вас увижу. Не в Телеграме, а ВКонтакте. А ссылка на наши соцсети есть всегда во всех в описаниях под всеми видюшками. Это стримеры кидают. Не стримеры, это все могут кидать. И вы кидаете, и я могу кинуть. Вот, могу сейчас 100%, смотри, сейчас вот. Видите, соточки полетели. Сейчас сердечки полетят. Сердечки. Видите? Сейчас это, мороженка полетит. Вон, полетела мороженка. С ночевкой, обязательно с ночевкой. Я без ночевки не приезжаю, только с ночевкой. Контент снимем, по-любому снимем. Как две собаки жрут друг друга, да? Блин, вы не представляете, сколько мне пишут рекламодатели, я каждый день по 5 штук пишут, ну они все, у них товары все с Америки, Амазон, я говорю, мы в России, мы говорят, извините, мы только по Амазону в Америке можем отправлять. Сколько у них, там и наушники были такие классные, накладные, там что только туда не прислали. Они смотрят, сегодня прислали мне опять гриндер, чтобы там гриндер им как терезка вот это, ну тоже оттуда. И такие, знаете, у меня спина болела, они походу посмотрели и там оттуда-то увидели, что у меня этот ролик, и начали присылать друг за другом всякие магазины, знаете, вот электрические какие-то есть такие вот телогрейки, ну типа плед, вот накидка, да, на спину вот тут вот закрывает и включаешь на пульте. И он по ходу как-то греет. Есть на ноги одеваешь, типа стопы туда вставляешь. И тоже типа как грелки. Ну вот типа в виде пледа. Я думаю, блин, как бы мне вот это не помешало на поясницу вот так надеть, подогреть, и все хорошо было бы, а прошло. Они походу увидели это и начали мне предлагать. А они могут только туда присылать, сюда не могут прислать. Очень много мне, столько рекламы пишут. Каждый день столько там всего. И ковры какие-то наши, и там техника, и микрофоны. Ой, это, ё-моё, столько всего, пипец просто. И вот я сейчас посмотрел, еще два этих прислал. Кепки, вот уже кепки вот хотят, чтобы я рекламировал. Кепки. Диана пишет, у меня не вылетает ни сердечки, ни сотни. Как не вылетает? Вот я нажимаю, сейчас сотни полетят. О, полетели. Но вы, если с телефона сидите, наверное, у вас ничего не вылетает. Да, у меня вот здесь, если я на стрим зайду, ничего не вылетает. Я на стрим зайду, ничего не вылетает. А, все вылетает, вот у меня тоже внизу. А, все вылетает, вот у меня тоже внизу. Вот я жму на эти сотни, вот оно полетело сотни. Вот я жму на эти сотни, вот оно полетело сотни. Вот я жму на эти... На поясницу пояс из собачьей шерсти помогает. Но у меня же нет алаба и хаски. Был бы у меня хаски, я бы себе сделал бы шерсть. А что, из джинки какая там? Это только джиночка, если ко мне прижимается по ночам, то согревает. А так надо завести, наверное, мне. Хотя я ее овцой называю, но какая из тебя овца, джина, если у тебя шерсти даже нету? Мы не видим эти сердечки. Ну и да ладно, забейте, это не важно.
Только они мне мешают и все. Дима, а что случилось? В каком смысле? Все хорошо, ничего не случалось. Все у нас четко, ровно идет. Так, вам икру кабачковую не предлагали рекламировать? Антирекламу не заказывали? Нет. Из продуктов только собачьи предлагали, а человечьи нет. Ты еще живой? Ты себя видел? Походу тебе пора к тазику. Не, мне еще далеко до этого. Дима, а что случилось? Так, мой кобель не любит детей, и мы от них шарахаемся. Ну, значит, вам надо было бы с детства об этом подумать. Когда он уже вырос, уже поздно. К детям уже лучше не подходить, конечно же. Дим, давай, я скину адрес. Маруся пишет, вы к нам с Джинкой домой. Не, давайте. Что-то не очень хорошая идея. Так, Дима, поздравляю с праздником. Звук есть. Звук, самое главное, звук есть. Спасибо. Людмила, просто у Вика сердечки для проявления любви и уважения. Актив. О, как мне приятно. А кто это вот жмет кто-то сейчас, да? Просто сидит, наверное, такой на кнопочку жмет. О, сердечки полетели. Ну, с одной стороны, прикольно, так. Интересно, что там что-то в чате такое летает. Как идея, да, чтобы не заснуть. Можно побаловаться. Кирилл, он пишет. Я, говорю, жму, вон, я смотрю. Эй, там все полетело. И это. Хихи-ха-ха, сердечки. Друзья, вот у нас 1275 в Телеграме. А 1300 сделаем, если 25 человек. Ну, мне 25 точно не наберется здесь. Потому что кто здесь есть, тот, кто подписался, тот уже подписался. А кто не подписался, тот и не хочет. Поэтому не люблю вот просить, да, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ё-моё. Залетайте. 107, ну хотелось бы 1300 уже. 1300 было бы. 1300 было бы классно бы. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, понятен контент, Ольга пишет. Дим, мы рядом. Классно, когда есть кто-то рядом. Прайтер пишет. Дмитрий, вы знакомы с породой Прайтер? Не общался. Хотя нет, у нас на районе был один Прайтер. Светлый, когда она была еще щенком, я с ней пообщался чуть-чуть. Так как питбуль, А это питбуль. А она сказала, это у нас нет, у нас Прайтер. Я говорю, в чем различие? Прайтер, питбуль, питбуль как питбуль. Непонятно. А в чем различие у вашего? У вас Прайтер, да, и в чем разница с питбулем у него? Только не говорите, что они не агрессивные. Еще какие агрессивные прайтеры. Зря Диму потревожили. Наверное, у него поясница сейчас... Не, сейчас не болит. Я говорю, вот она чуть-чуть у меня побаливала. Бывает, знаете, вот если сядешь, вот так долго сидишь, потом встанешь. И вот так вот скрюченный стоишь, не можешь разогнуться. А потом раз, потихонечку и отпускает. Чуть-чуть продуло, наверное. Дима, у тебя Джина человек по-любому и покрупнее. Они спокойнее. Да ладно, хорош, спокойнее. Не надо вот это вот сказки рассказать. Спокойнее. Был я на пидстав многоборье. Прайтеры, которые прыгают выше всех и дальше всех, блин. Они агрессивные еще. Агрессивнее, чем питбули себя проявляли там. Так что не надо рассказывать, что прайтеры, они... поспокойнее. Просто у вас экземпляр такой особенный, может быть. Они, ну и питы тоже не все заряженные, безбашенные. У вас, может быть, он и поспокойнее, и покрупнее. Ну, блин, ну питы тоже есть крупные. И опять же, это все индивидуально. И питы есть крупные, и мелкие, и прайтеры есть
Ну, мелких, может, прайтеров и нету, но питы есть крупные. Так что это никак не характеризует породу прайтер. Покрупнее и поспокойнее. Нифига, это к любой собаке относится. Можно отнести. Дима, у тебя жена человек по-любому, я тебя жду. Да, сейчас еще стрим закончу, чемоданы пакую и к вам, Маруся, в соседний этот, как вы там же называетесь, прайтер. Джиночка там с ума сходит, слышите, она походу кувыркается, рычит. Что-то мне хочется это побросать, пожонглировать. В зависимости от кровей, чем ближе к рабочим, там выше выстреливает. К рабочим. Вот скажите мне, прайтер выводили для чего? То есть убрать агрессию, правильно? То есть вот Амстав, типа он компаньон, он более шоу собака, да, типа без агрессии, типа в кавычках. Вот, чтобы прайтер породу вывести, по-любому ты не будешь вязать собаку, питбуля рабочего разведения с каким-то там другим, с кем вот, из кого прайтер получился. Питбуля повязали, с кем? Вот. Не повязали по-любому рабочего разведения. Взяли самого холодного шоу, самую холодную шоу собаку и повязали с кем-то, чтобы получить прайтера. Поэтому там, где там ближе к рабочему разведению, там далеко от рабочего разведения. Но все равно питбуль есть питбуль, они любой может выстрелить. Даже в шоу собаках может так выстрелить, что мало не покажется. Прайтер это кто? Собака. От крови очень зависит. Дима, а ты смотрел слово пацана «Кровь на асфальте»? Что-то тут у нас спамить начал. Смотри, будешь спамить вот так, засирать нам чат, придется тебя заблокировать. Наверное, ребенок пишет, наверное. Так, да, но выводили из питов, которые на боях участвовали, из помета в помет собаки спокойнее получается, но там такая муть на самом деле в этих родухах. Кто вам сказал, что из рабочего разведения вязали прайтера? Я, честно говоря, не знаю, даже не смотрел, из кого получился этот прайтер. Ну, повязали питбуля с кем-то, типа с веймаранером, что ли, я не знаю. Но точно не рабочего разведения питбуля вязали, потому что это бред. Если хотели получить холодную собаку, питбуля холодную только, тогда смысл вязать рабочих кровей. А он сейчас заблокируется, в черный список отправится, если будет этой херней страдать, да, Джина? Давай, залазь сюда, Джиночка. А я тебе... А ты там, может быть, за вкусняшку что-нибудь сделаешь, Зиночка? Красавица наша пришла. Вот это питбуль рабочего разведения. И с кем бы ты его ни повязал, щенки получатся вот такие вот. Прайтер точно... Хотя у прайтера тоже там очень такие агрессивные. Кими тоже не боевая. Какая Кими? Привет из Карелии. Добрый вечер, Дима. Привет из Москвы с праздником. Привет, привет из Москвы. Привет. Кокос был участником боев. Он первый прайтер, родоначальник. Вместе с одной дамой как раз эти бои спонсировали. Сама обо всем узнала от своих заводчиков, которые свалили от... Ирина Анатольевна. Короче, всю эту херня ваши прайтеры. Смысл вот этих прайтеров, что значит прайтер? Вот питбуль, вот питбуль. Зачем вам прайтер какой-то? Что это такое прайтер, блядь? Да, Джина? Что какой еще прайтер нахрен? Если бы он выглядел по-другому, не как питбуль. Короткая морда, там длинная шерсть.
Я не знаю, может, коротколапый какой-то или еще что. Это просто тот же питбуль. Почему его назвали прайтером, я не знаю. Что за бред вообще, знать не хочу вот этих выведенцев, разведенцев, или как их еще обозвать, которые херней страдают и уродуют собак, которые делают вот этих вот, блин, жаб. Как эти американские булли. Что это за вот это за жаба? Вот такая маленькая, кривыми лапами, с вот такой вот мордой, которая ходить даже не может. Видео мне недавно попалось. Она идет, бугорочек был вот такой вот. Она раз упала и встать не может со спины встать не может собака. Что за собаки такие херней занимаются, разведенцы, блин? Прайтеры, херайтеры какие-то. Херней не занимайтесь. Либо алабай, либо лайка, либо питбуль, либо овчарка. Какой нахрен прайтер, блин? Что за придумывают какие-то новые названия, лишь бы пихнуть людям собаку? Уже не знают, как людям пихнуть. Питбуль, но без зооагрессии. Ага, это кому вы сказки будете рассказывать? Покажи мне хоть одного прайтера без зооагрессии, блин. Зачем вот хотят вот люди питбуля? Но боятся, что не справятся из-за зооагрессии. Значит, ты возьми другую породу. Нет, они хотят, знаешь, нет, они возьмут питбуля и будут гасить его характер, да, подавлять вот этот вот зооагрессию, что выводили, блин, в этой породе, да, годами старались, чтобы она, собака такая была, а вы сейчас возьмете, чтобы он был лояльный ко всему, это вот ничего ему не интересовало, вот он идет, вот такой питбуль. Да это уже не питбуль, это хрень собачья будет, а не питбуль. Нахрена тебе такой питбуль? Возьми другую породу, спокойную. Нет, они хотят визуально, чтобы был питбуль, но добренький. Это уже не питбуль. Питбуль не может быть добреньким. Априори это питбуль. Что такое питбуль? Почитайте, и потом никак это не сходится. Добренький и питбуль, блин. Да, Джина. Блин, да что за люди такие вообще в ахере? Хотят собаку питбуля, но чтобы он был добренький, блин. Питбуля придумали, чтобы он убивал себе подобных. Как он может быть добренький? Если ты не можешь с ним справиться, контролировать его вот это вот стремление к борьбе, возьми другую, попроще породу возьми, и все. Зачем тебе не нужен питбуль, если ты уже боишься изначально? А так дома вот тебе питбуль рабочего разведения сидит. У дома он вообще этот плюшевый мишка. Такая классная собака. Не, если у тебя есть опыт с собаками, то ты легко справишься с этой собакой. Она вообще не сложная. Просто нужно мозг включать, смотреть на 360 градусов и делать что-то. А не так завел, и пускай собака живет сама по себе, как трава в поле. Любой собакой надо заниматься. А вот такими в особенности, потому что это, блин, ну, когда ты живешь в городе и вокруг много людей, собак других, да, это уже опасно вот таких вот с такими гулять. Поэтому вот там в Англии булли запретили, потому что, ну, там сожрала, здесь покусала, там вцепилась, здесь разорвала. И все булли, 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 булли. Потому что модная порода, вам сказали, что как прайтер, они не кусаются. Они не кусаются. И люди такие: о, питбуль красивый, еще и мощный, да еще и не кусается. И начали все покупать. А ни хрена опыта там у них нету. И вот они понабрали каждый, блин, у каждого в доме, наверное, уже булли там в Англии. И они такие: а что это он на всех кидаться начал? А что это он моего мужа покусал или жену, это ребенка загрыз? И все, и в каждом доме вот эти вот ЧП происходят. И, конечно, тут запретят, потому что вот разведенцы вот эти херней занимаются. Типа питбуля, но он добренький, домашний. И за 500 000 рублей, блин. А в итоге-то ни хрена.
у этих хоть и лояльность к человеку была, это их разводили для этого, да, специально. А, ну как, не для этого, то есть велась селекция по лояльности. А это були, что какая там нахрен селекция велась? С кем селекция велась? Повязали того с этим, и все, и вот тебе гремучая смесь. Мозг, отрыв мозга, блин. А люди не готовы были к этому. Они все без опыта. А тут тебе вырос, блин. Щеночком был хороший, а вырос, начал гонять всех в семье. Да, Джинка? Кто там лает, Джина? Кто-то лает? Ну как кто там лает? Что такое? Ух ты ты. Кто лает? Что такое? Не, это Джина, если ее как бы травить, она будет охранять. Но я этого же не делаю. Лучше не надо. Потом геморроя не наберешься. Не дай бог укусит кого-нибудь, ты прикинь. Так, питбули на африканцев надрачивали. Дима, у нее там водичка есть, может пить хочет. Да есть водичка. Нормально все. Не знаю, что-то она вот пыхтит вот так вот. Может, дома жарко. Блин, такое ощущение, что чуть-чуть лагает, да, картинка? Я вот смотрю, блин, у нее такая башка стала большая. Реально такая питовская башка у нее стала. Классная. Вот к 3 годам Джинка в хорошей форме стала. 3-4 года собака формируется и становится красивой. Это инагент. Да я его сейчас заблокирую. Тут чат засирает нам. Татьяна, он все сам видит. Татьяна. Слушай, нам такие здесь не нужны. Придется его, наверное, заблокировать. Что-то он уже напрягает. Мы сами любого укусим, Ольга пишет. Да, лагает немного, подвисает стрим сегодня. Блин, а что делать? Что делать? Чуть-чуть лагает, да? Может мне убрать килобиты, 10 тысяч килобит, может мне поменьше поставить? А ладно, нормально, забейте. Тима, как поживает Катюша со своей стаей Канекорса? Надо спросить. Спрошу, узнаю. Напишу вам. Это у всех так. Что у всех так? У меня не подвисает. Мама пишет, не подвисает. А почему я сам себя вижу чуть-чуть, вот как будто бы чуть-чуть вот иногда вот так вот. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Или мне кажется? Ольга Одинцова, не надо никого в блог, пишет. Почему не надо? А что он там спамит у нас? Я не люблю тех, которые просто так пишут всякую фигню не по делу. Лишь бы, чтобы его кто-то заметил. Татьяна, ты читаешь комменты чьи-то, которых не видно вообще в ленте? У меня все хорошо видно. Как это не видно в ленте их? Вы что, не все комментарии, что ли, видите? А вы себе поставьте настройки-то, чтобы вы видели все комментарии. Елена пишет, когда вязать Джину будешь. Да что-то я никак не решусь. Наверное, может быть, на следующую течку стоило бы повязать.
Ей будет уже 4 года. Дима, быстрее работай, и обгоняет тебя. Так, ладно. Сколько там времени? О, 15 минут еще посидим тогда и пойду тогда гулять. Так, что вам еще рассказать? Напишите какой-нибудь вопрос, я вам развернуто отвечу. Жух. Тун-тун, тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Джинка говорит, бывает, что будет ночью. Она меня всю ночь будет. Иногда хочется либо вообще запретить, чтобы она на кровать ко мне залазила, либо в клетку ее просто закрывать и все. Но там у меня, когда окно открыто, клетка там стоит и ее может так просквозить. Короче, надо это. Она туда-сюда на кровать залазит постоянно и просится под одеяло. Она любит в тепле под одеялкой спать, а мне это, ну, надо же одеяло. Вот она вот, знаете, приходит и начинает мне вот так вот под голову вот так мордой своей вот так вот мне делать. Либо руку вот так вот мне вот так поднимает, типа, давай меня под одеяло запихай. Это ночью. Вот ты лежишь, спишь, она вот так вот приходит и делает, типа, давай меня туда пусти. Я ее пускаю, либо говорю, и она уходит, а потом опять приходит, а потом я опять такой вот, во сне такое слышу, что она опять идет, только лапу ставит на кровати такой, и она уходит. Она вот так меня понимает. Я потом опять приходит через какое-то время. Думает, вдруг я сплю, я технично сейчас залезу и лягу рядом с ним. А нифига, она только лапу ставит. Я такой, она уходит. Ладно, этого чепушню, он уже тут пишет такие слова, надо блокировать. Чепушня залетная, мы его сейчас заблокируем. Щегол, наверное, букварь. Все, чепушня, иди на другой канал. А все теперь понятно. Так, Дмитрий Солнцев. Со шлейкой лучше гулять, чем с ошейником Джинки. Нет, мы всегда с ошейником гуляем. Я в шлейке Джинк не выгуливаю. Шлейка только Джинка меня катает. Я одеваю, мы идем. Я ее цепляю, и мы едем. А так только в ошейнике. Не люблю. Есть, конечно, шлейки прогулочные, но я не люблю. Она на Джинке так как-то слишком тяжело смотрится. Ну, мне не нравится, в общем, на ошейнике. И когда со шлейкой не особо контролировать можно собаку. То есть, например, резко одернуть не получится. То есть, ты, когда собака подбегает, там вдруг, если там Джинка захочет ее за нос цепануть, ее можно так за шею резко одернуть, и то есть голова сразу отлетает. А за шлейку ты так не потянешь. То есть голова может все равно пока еще остаться здесь. Так ты уже не сможешь среагировать. Поэтому в этом плане лучше ошейник, конечно. Поэтому я только в ошейнике выгуливаю Джину. А шлейка нам для работы. Чепушня.
Скажите, о чем группа? Я понимаю про собак. Ну, группа у нас про собак, а вы сюда зашли и думали, про кого у нас тут группа? Нихаль. Я хочу как раз завести питомца себе. О, это вы по адресу. Может быть, мы вам и подскажем, кого вам лучше завести. Может, подождете щеночка от Джина. Хотя не, если у вас опыта нет, то лучше вам, наверное... Опять этот зашел под другим этим. А как он... Слушайте, нам, короче, надо этот... Смотри, он опять под другим ником зашел. А как это он пишет? Разблокировать? Я же его заблокировал. Как он может писать, если я его заблокировал? Разблокировать. Удалить. Я не знаю, Татьяна, я его заблокировал, у меня пишет разблокировать. А как он мне написал опять? Я вообще в шоке. Как такое может быть? В Телеграме заблокировал человека, он опять пишет. Я пишу, опять заблокировать хочу, а он мне пишет разблокировать. Кто-то что-то прислал там. Аноним 500 рублей прислал. Спасибо большое. А это тот же аноним, который и был? Или это уже другой? Он тут пишет, в телеге пишет, я в Телеграм смотрю, вот подписывайтесь вы. Вот он туда залетел и пишет какие-то чепушило какие-то пишет. Я хочу его заблокировать, а он мне пишет, что, разблокировать его, что предлагает? Разблокировать. А, я неправильно сделал. Забанить пользователя надо. Вот так. Все, понял. Все. Баню. Я неправильно смотрел. Я его просто заблокировал. Его номер. Но надо было просто взять, забанить по-другому. Все сделал. Да никакой админ у нас. Тут 5 человек. Какой админ? Я тут со всеми сам справляюсь. 5 человек. Кого тут? Зачем мне админ? Вот когда будет у нас миллион, тут тогда да. Так, ладно, давайте я возвращаюсь на YouTube. Тут кто-то пишет. Летом Дима на ролике станет и Джина его потащит. Не, я на роликах не умею кататься. Я как-то на коньках покатался в Ледовом дворце, блин, один раз и разбил себе всю поясницу и ноги в кровь разодрал. Поэтому я что-то мне это... Коньки, конечно, классно, но я не умею. На роликах я даже ни разу не катался. Нет, ролики это не для Джинки. Она меня тоже точно куда-нибудь дернет, и я улечу нафиг на дорогу или разобьюсь. Не, ролики вообще опасно. Вот велик, да. На велике мы с Джинкой катаемся, но только по ночам. Когда она была маленькая еще, я днем мог кататься, она могла мимо каких-то собачек пробегать и нормально, или там понюхать и дальше побежит. А сейчас я боюсь, не дай бог, там выбежит какая-нибудь собака или за Джиной побежит. Мы пока побежим на велике, а какая-нибудь другая собака за Джиной, а если она остановится и побежит на ту собаку. Опасно. А привязывать ее на поводке к велику тоже не вариант, и тоже, не дай бог, меня дернет в сторону. А что это АБС у меня разорвано? Как это понять, разорвано? АБС переподключено заново. Так, летом у Димы у Джиночка лесопед. Да, у нас лесопед, зачем нам ролики? А что Джина делает? Джиночка у нас... Она у себя в кабинете. Там.
Так, мне нравится, так нравится ваше видео, ваша собака очень красивая и классная. Спасибо большое, мне очень приятно. Дима, у Джины в питомнике были собаки с купирными ушами? Я просто слышал, что РР Питам уши не купируют. Нет, там все с ушами были. Хотя нет, один там был кобель, черный. Ну, вы могли видеть и по видео, он там слева в будке сидел. Вот он классный такой кобель был, да, вот единственный был с купирными ушами. Дим, ты в Одноклассниках будешь выкладывать ролики? Гузаля. А я вас и помню, да, вы у нас там тоже есть. Но иногда бывают какие-то ролики, я туда просто дублирую. Но очень редко. Я смысла не вижу в этом Одноклассниках в этих. Раньше я там все выкладывал, когда не было Ютуба и контакта не было. Потом я любил, там очень классный сайт, но я сейчас не вижу в нем смысла, потому что просто общаться, что ли. Общаться уже можно и в телеге, и в Одноклассниках, в ВКонтакте, в Ютубе, где только нельзя, везде уже можно общаться. Поэтому, если бы там монетизацию включили, тогда бы еще можно было бы что-то туда постить. Здравствуйте, сколько Джинке лет? Джинке 3 года, 4-й год Джинки. Дина работает чисто по шее или по лапам тоже? Что значит работает? Я ее не тестировал. Но когда дралась, я не помню, чтобы она в лапу, она в горло обычно хватает и все, и душит. В горло, и либо в область шеи, ухо. Тик-т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 ик. Ладно, ребят, нифига никто не пишет. Я не знаю, что рассказывать. Мне как бы не особо есть что рассказать, никаких новостей нету. На какую тему поговорить, я не знаю. Я не особо такой говорун. Если у вас вопросов ко мне нету, поэтому давайте тогда закругляться. Джина работает. Так, Дмитрий, привет, Димон, у тебя став были? Нет, у меня был только Тайсон и Джинка, боксер и питбуль. Знаешь канал Будни Сереги? Да, знаю. Ты драчун? Нет, я не драчун. Драчун. Дратист. Знаешь, как это? Ты дратист? Не-не-не, а ты? Я да. Каждый день дратю. А как это ты? Ну вот так берешь и дротишь. Дротики. Прикол как в Comedy Club, прикол такой был. Кирилл Шабанов. Дим, извини, если что, так, а куда Катя так резко пропала? Почему резко она была и не пропала, она просто деловая же она. Народ сегодня празднует кто где. Наверное, у всех сегодня выходной. Будете чипировать Джинку? Что думаете обо всем этом? Чипировать? Наверное, придется Джинку чипировать, потому что мне надо будет в Узбекистан ехать.
И я же буду Джинку забирать, и, скорее всего, придется ее чипировать. Ну, если не нужно будет, ну, скорее всего, нужно будет. Хотелось бы, не хотелось бы, конечно. И вообще, вот я, честно, против всякой вот этой херни, чтобы собак как-то там всякую хрень вот эту вводили, левую. Не люблю вот это вот. Я и сам не любитель таблеток, всяких вакцин вот этих. Я вот против этого всего. И не хочу, чтобы мою собаку тоже эту хрень ставили. Ну, драки точно мимо. О, Дима, когда опять на шашлыки в деревню поедете? Прикольно, да? Вам понравилось? Там такая благодать. Эх, я люблю, блин. На старости лет, наверное, я где-то буду жить в своем доме, у меня будет хозяйство. Я просто помню себя в детстве, я всегда любил, вот, ну, я голубей любил, птиц, да, там, щеглов, певчих, диких птиц, собак любил. И любил, в огороде любил копаться, у нас был огород, я там копал, сажал. Делал какие-то там вольер какой-то из сетки делал, думал, блин, курей завести, но тогда денег не было, чтобы курицу купить, ну, просто делал вольер, как будто бы там это... Может быть, когда как будто бы просто визуализировал, как будто бы там курицы вот ходят. Прикольно, мне нравилось, но я был щеглом тогда, мне нравилось. И я так думаю, что все, что вот в детстве, чем ты увлекался, человек, этим по жизни нужно заниматься. Вот все, что проявлялось в детстве, тебе нравилось, хобби твое, вот этим и нужно вот по жизни заниматься, когда ты уже вырос, тогда у тебя будет от души занятие. Любимое хобби. Но вот еще бы как-то это все монетизировать. Поэтому, наверное, вот на старости лет я бы хотел себе какой-нибудь дом и хозяйство. Курочки там, вот это вот все, огород. Голуби, конечно же, заведу голубей. И, наверное, уже собака будет, может быть, не одна. Ой! Сегодня же 23 февраля, 9 часов, а у нас у нас салюты, слышите? Я думаю, что там бабахает, оказывается, салюты. Я думаю, что там расчистили вчера так хорошо в Парк Победы. А оказывается, там, видимо, эти машины приехали с этими ракетами и пускают салюты, бабахают. Так... 13 лет один, больше не ври. А что, я не один, что ли? Один с собаками. То с Тазиком, то с Джинкой. А у меня только собаки постоянные спутники жизни. А так, приходящее, уходящее оно всегда было. А на постоянке я всегда один с собакой. Так, Дима, после скольки лет с собаками можно не делать вакцину? Без понятия. В частном доме заведешь собаку крупной породы? Наверное, я бы хотел себе кавказскую овчарку, либо алабая, что-нибудь такое, или ротвейлера. Не знаю. Вот в частном доме волосатых можно держать, да, они очень хорошие охранники. Им можно на улице или спокойно находиться, да. А вот это вот, что это, голая собака, она чисто домашняя собака, либо где-то в теплых странах, если держать. А в своем доме надо что-то такое, да. Кавказская овчарка вообще классная для охраны. Да, в Парке Победы салют, Татьяна. А вы откуда знаете? Вы тут тоже живете, в Зеленограде, да? Гузаля, эх, не успел. А с какого вы района, Татьяна? А, ну если вы слышите, наверное, значит где-то тоже поблизости. У нас прям слышно. Но не видно, к сожалению, у меня... Не, если я с балкона посмотрю, будет видно хорошо. Но с вам не смогу показать. Не дотянется шнур.
О, там прям... О, там уже у нас все дома освещаются. Короче, сильный. Ух, у нас небо освещается. Нифига себе. Может вам показать попробую. Не знаю, друзья, вы видите, нет? Вон, видите, освещает красный. Джина, только не выпрыгни. Вон, видите, какой красный? Справа Парк Победы. Да, Джиночка. И мы с тобой сейчас тоже пойдем. Как раз салют закончится, и мы с тобой пойдем на прогулку. О, какой салют классный. Эй-эй-эй! Всех с праздником. Ой, народу на улице очень много. О, ни хрена себе. Вот это взорвалось сейчас что-то там. Сейчас. О, офигеть. Джинка в шоке от таких звуков тоже. О, смотри, смотри, как. Джина, аккуратно, не прыгни только. Слышь, опять очень громкие, прям мощные такие. Ладно, друзья, я пойду на балкон посмотрю. Попробую, может, заснять. Я сейчас приду, ладно? Да, классно. Очень много народу, блин. Как мы сейчас с Жинкой пойдем гулять? Ну, сейчас подождем, салют закончится, и мы потом с Жинкой пойдем гулять, да, Джина? Ты давай пока сюда залазь, Жиночка. Давай, залазь. Иди сюда. Ай, ты молодец. Так, у меня собака на подлокотник запрыгивала. Денис в мегаполисе. Я что-то даже и забыл, что салют будет. Надо было пойти посмотреть. Джинка, давай стрим за папку. Джина, все, скажи всем пока-пока. Кто-то там пошел на прогулку, да, тоже Джиночка в подъезде. Видите, как она смотрит в подъезд, когда кто-то там шарится за дверью. Кто там, Джина? Кто там? Такая лапочка, ну такая классная собака. Как папка ушки ей уложил. Смотрите, как они симметрично смотрятся, а? Не зря же, блин, почти полгода я ей укладывал эти уши. А то были бы вот такие в разные стороны. Сейчас, наверное, столько собак убегают от людей. Завтра будут, короче, по лесу ходить и спрашивать. А вы собаку не видели? У нас собака убежала. Да, Зинка? А, да, Димон, собаки самые верные, а бабы это приходящие и уходящие. Согласен. Потому что я, когда вот был женат, я уже думал, я, знаете, такой, я постоянный, не люблю, ну там, изменять или там, я, короче, если
со мной кто-то будет, то я вот с этим человеком буду до конца. А так получилось, я тоже думал, я не верил даже, что как это, все на всю жизнь теперь я, что ли, я так думал про себя. Оказалось, видите, нет. И даже я уж думал, что жена это близкий и даже родной какой-то человек становится. То есть ты уже расписан, уже, да, уже как бы, блин, уже по документам, и родной человек получается. Ну, не кровный, но какой-то родной. А ни хрена. Кроме мамы, все чужие. Все чужие, любой предаст, кроме мамы. Поэтому надо ценить своих родителей, потому что никто, кроме мамы, вас так не полюбит и вас никогда так не поймет. Да, мам? И никогда не предаст вас так. И собака. Поэтому у меня собака на постоянке. Ты бы лучше подругу ей завел. Кому ей-то, Джинки? Нахрена ей подруга, она ее сожрет? Ей кроме меня никто не нужен. Если бы ты жил в частном доме, купил бы одну Жинку или сразу несколько собак. Но если бы я жил в частном доме, я бы задумался над этим вопросом. Пока не могу на это ответить. Смотря что за дом и насколько я в нем хочу задержаться. Потому что дом это тоже такой. Я тоже не хочу как бы быть привязанным. Я такой, знаете, свободолюбивый человек. Не люблю, когда меня что-то где-то держит. Не люблю быть к чему-то привязан. Я люблю так вот. Сегодня могу здесь, а завтра там. И меня здесь ничего не может держать. Сегодня здесь живу, завтра в другой стране могу жить. И как бы независим ни от чего. И я так хочу. А если ты бросишь свои кости где-то там в доме в своем, то ты уже не сможешь бросить его и уехать надолго. То есть у тебя там будут куры какие-нибудь, там кролики, там голуби, если завести голубь. Ну это на старости лет. Если на старости лет, да, может быть, да. Ты же уже не сможешь везде тусоваться. Надо будет уже где-то кости бросать на постоянку. Будет, может быть, и одна, и две собаки. Посмотрим. Чё, Джина, ты меня уже зовешь? Ладно, друзья, давайте буду закругляться тогда. Там мы салюты закончились. Сейчас мы пойдем с Жиночкой на прогулку. Раз у матросов больше нет вопросов, на Телеграм никто не подписывается. Хотя нет, вот уже подписались, да. Классно. Залетайте в телегу, потому что у нас в телеге с утра как начинается, и до вечера мы общаемся. А бывает по ночам песни поем. Вот. Где вы еще в Ютубе так пообщаетесь со мной или с кем-нибудь еще подружитесь? У нас там вон друзья появляются, друг с другом дружат уже, вон девчонки. Девчонки, мальчишки. Так, Жанна Попова не согласна. Дим, здесь я с тобой не согласна. Есть матеря бросают своих детей, а я с мужем живу 25 лет, и он мне тоже родной. Мамы моей нет в живых, к сожалению. Так я говорю только из своего опыта. Я всегда говорю только исходя из своего опыта. Вот какой у меня есть опыт по собакам. Я никогда не скажу, что где-то там кто-то сказал. Вот мне говорят, прайтер не кусается. Булли не кусается. Вот если бы мне где-то там так сказали, я бы никогда не сказал, что Булли не кусается. Прайтер не кусается. Пока я сам не узнаю, пока я сам не увижу, ни хрена я так не скажу. Я не поверю, я не дурачок, чтобы я так сказал. Это, наверное, дурачок или неопытный человек может так сказать, что Булли не кусаются, не агрессивный и прайтеры не агрессивные. Как можно так сказать, если ты видишь только вокруг эти агрессивные и те агрессивные? Что значит не агрессивные? Это, во-первых, это собака. Даже пудели агрессивные.
Как это может булли быть не агрессивными? Как можно так сказать, утверждать? Поэтому я никогда не скажу, если мне где-то кто-то там что-то сказал или на заборе написано. Вот пока я сам не узнаю, я никогда никому ничего не скажу. Ну, стараюсь, по крайней мере, всегда говорить то, что конкретно знаю твердо, железно. И либо так скажу, что да, где-то там кто-то сказал, я вот так сказал, передал. Но это не точно могу сказать. А так, что за вопрос-то был, я забыл. О чем я говорил-то вообще? Мандаринку хочется съесть. Серега, здорово! Булли очень агрессивный. Вон Серега знает, Серега вон пишет. Вот он с Булли ходил же, дрессировал Булли. Вот, Серег, расскажи, какие Булли. Ну, может, у тебя он спокойный был, добренький, но я вот сколько Булли встречал, они тоже говорят, они и на собак кидаются, и даже на человека могут кинуться. Мне не пошло оповещание на стрим. Серега, ты на нас, походу, не подписан, хулиган. Лайк поставил, колокольчик поставил, комментарий написал. Серег, с тебя, хотел сказать, днем рождения, с праздничком. Так, он нормальный, есть агрессоры. Ну видишь, это тоже бывает так, собаки какие-то нормальные, какие-то агрессоры. Поэтому сказать, что порода булли не агрессивная, так невозможно так сказать. Про всех собак. По-любому могут попасться вот из 10, 50% агрессированных могут быть, а могут более-менее нет. Так, Дима, почему в этом году не поехал в Лазаревку? А кто меня повезет в Лазаревку в этом году? В прошлом году у меня был повозчик. Повозчик. А в этом году некому меня везти, поэтому не поехал. Так, Нина вступила в группу. Вика, почему всегда на стрим исчезаешь? Да у нас тут и параллельно и телега, и стрим. Еще 2 человека и будет 280. В телегу подписывайтесь, ссылка в описании, вот в закрепленном. Так, приветули всем. Приветули. Пошли спать, привет остальным. Пошли спать, извозчик. Повозчик, извозчик. Кучер, как называется, водитель. Так... Дашуля, гони всех на стрим. У нас тут в этом пишут. О, нифига, сразу 4 прибавились. О, теперь еще 8 человек, и будет 90. Серега пишет, чё скучно, может к тебе в гости приехать? Чё скучно, может к тебе в гости приехать? Сейчас, что ли? А, у тебя выходной сегодня? Ну, Серег, ты любитель, блин, на ночь глядя куда-то ехать. Надо днем приезжать. Привет, люблю Тайсона до сих пор, хотя не признаю боксеров. Спасибо. О, видите, кто-то не любит боксеров, но Тазика полюбили. Спасибо, Нина, очень приятно. Виктория Гришакова пишет, Гришанова. То приду, то уйду. Олег, сегодня прохладно, утеплил. А ну у них тут свое общение у нас. Телеги. Телега бесплатная, подписывайтесь. А то потом поставлю, платно будет, и
Обратно вас уже не выпишу, конечно, а кто захочет, уже будет платно. Поэтому все залетайте сейчас, пока сейчас все бесплатно. Потом будет уже поздно, где вы потом меня в YouTube не найдете. YouTube заблокирует и все. А я впряглась в телегу к вам. Татьяна Зыкова. А я впряглась в телегу к вам. Татьяна Зыкова. Что-то я вас не вижу тут, Татьяна. Ну-ка напишите к нам тут. Оповещания не было, что вы к нам присоединились. Зыкова, выручай. А, это Наталья, это с этим, блин, как она Наталья-то у нас тоже же есть, вот пишет, которая, мы стали родные все, у которой Чихуа. А, нет, той терьер, да, который песню пел там мне. Зевсик, да, Зевсик, который мне песню пел, да и не спел по второму разу. Это я вас по аватарке узнал. Только по аватарке. Смотрю, что-то знакомая аватарка. А, вот Татьяна. Все вижу, Татьяна. Все вижу, Татьяна. Впряглась. Все. Приходите к нам, кто там еще есть. Что тебе Джина подарила? Подарила мне свою любовь. Мне больше ничего не надо. А мне больше ничего и не надо. Главное, чтобы Жиночка была со мной и здоровая. А я, наоборот, начала смотреть Тайсона и влюбилась в эту породу. Хотя у Тайсика было то, чего у других боксеров не замечала. В глазах была душа. Да, у Тазика, блин, реально такие глаза были, я офигею. На него смотришь, блин, такие глубокие. Тазичкины глазки. Блин, вообще офигеть, вот так вот начнешь опять думать, да? Вот был Тазик со мной, пойдешь его туда, а он там лежит. Ну, сидишь такой здесь. Так раз, я так с Джинкой обычно, вот тут что-то делаю, сижу или там готовлю, такой думаю, блин, что-то Джинки нету, пойду-ка я к ней обниму, поцелую, пойду такой, прижмусь такой, ну, когда начинаешь скучать, я очень быстро начинаю скучать, и такой пошел, обнял, там она такая лежит классно, поцеловал и пошел дальше делами заниматься. И тоже с Тайсоном так было, и вот привык, что я здесь, а он там в кресле где-нибудь или на диване, прихожу, захожу в комнату, он раз так голову на меня, о, папка пришел, и хвостиком сразу так тык-тык-тык-тык-тык-тык. А теперь Джинка на его месте вот так смотрит на меня. Да, все, 11 лет. Пролетели очень быстро, я офигею, как 11 лет быстро пролетели. Да, вот когда ты взрослый уже становишься, после 20, ближе к 30, года летят очень быстро, просто нереально быстро. Самые длинные года это школьные. Это ты ждешь, пока это все ты отучишься, быстрее это всю школу бросить. И это все так, когда ты ждешь реально вот, что ты, когда ты уже отучишься и уйдешь со школы, вот когда ты ждешь, и это так долго, вечность просто длится. А когда ты ничего не ждешь, просто тупо вот одно и то же каждый день, взрослая жизнь, вот это, оно так пролетает. Вроде бы ты только что вот щеночек был, и все, уже 11 лет прошло, уже и собаки уже нет, у тебя уже другая собака. Охренеть. Пипец просто. Вот так вот, брат. Да, после 20 лет время ускоряется, это точно. Да, от меня уходила в 14 лет южнорусская овчарка, было так жаль.
Татьяна, вы так гармонично смотрите с вашей собакой, и я все-таки люблю Колли. И сейчас у меня Колли рыжая. Колли? А, это которая Колли, обычная. Просто они же разные бывают. Бордер Колли. Мне нравится Бордер Колли. Рабочие лошадки. Они так ориентированы на человека. Не знаю, как обычные Колли, но вот именно вот эти Бордер очень такие заряженные и готовые работать, как малинуашки. Ольга, без обид, я в отпуске. В понедельник на работу ищу богатого, чтобы не работать. Шучу. Дима, вы с женой развелись? Развелись. Классика Колли. Ну, я понял, рыжий, я когда маленький был в нашем доме, да, мам, помнишь, на первом этаже? Блин, я всегда говорил, я еще тогда помню, что... А в соседнем доме жил мужик на первом этаже тоже. У него была восточноевропейская овчарка, тоже седоватого цвета такого. И мужик был весь седой. Собака седая и мужик седой. А вот эти вот семейка, что муж был носатый вот такой, да? Женщину я эту помню, что жена его, и ребенок у них, по-моему, тоже носатый был. Вот я не помню, правда, ребенка. А вот жену блондинистую, вот с таким, блин, клювом, я еще с детства запомнил. И у них носатая Колли была рыжая. И я с тех времен уже понял, что почему-то собаки со своими хозяевами похожи. И когда завел собаку, да, я это начал сходство замечать очень часто на прогулках. Да. Но вот я почему-то не похож со своим Тайсоном был. Хотя мне говорили, что вы очень похожи. Ну а как внешне-то я с Тайсоном вообще не похож. Ну вот посмотрите, боксер и я. В чем внешне никак. Ну только я не знаю как вот. В чем мы были похожи. Хотя нам писали, что мы похожи. С Джиночкой, может быть, да. Я светлая, Джинка светлая. А Тайсон был коричневый, с черной маской такой. Чем мы были похожи, я не знаю. На Джину я похож, да. Джина на меня похожа. А на Тазика, не знаю. У нас есть став очень привередливый. Уже не знаю, чем кормить. Купили его недавно. А вы его просто закормили. Дайте ему поголодать день-два, и все будет есть. И не надо много его кормить. Он у вас, наверное, как бочка выглядит. Дайте ему поменьше порцию, и день не покормите. Вот когда у него аппетит проявится, он с удовольствием будет есть все. У меня Тайсон так тоже привередничал. 3 дня не ел, потом я думал, он заболел и повез его к ветеринару. Он тогда еще молодой был, вот так он манипулировал мной. Потому что я его кормил какой-то кашей, курицу ему туда добавлял. Он бывало курицу съедает, кашу оставляет. И если я ему не дам курицу, он кашу может не есть день-два, вот так. Потом думаю, тогда на корм переведу. Корм он вообще, пока масличком не польешь, с курочкой не смешаешь, там чем-то не помешаешь, он корм вообще ненавидел. Понюхает вот так на меня, посмотрит и уйдет. Мне его так жалко, блин, было. А чем я его кормил, дурак? Собаке мясо надо. Всегда вот мясо, от мяса Джинка ни разу в жизни не отказалась. Вот сколько ей уже, 4-й год, ни разу в жизни собака моя не отказалась от еды. А Тайсон, блин, он по 3 дня мог не есть. Представляете, как мучился. Ну не еда это, не собачья еда, вот эти корма. Он просто думал, блин, хозяин, ты давай сам вот эти сухари поешь, а? Это же реально какая-то хрень, сухари. Собачья еда должна быть натуральное мясо. У них для чего вот эти вот клыки, зубы вот эти острые, чтобы разрывать мясо и заглатывать кусками, а не разжевывать. У них специальные зубы такие, а не как у человека, не как у коровы, чтобы жевать вот так. Им не надо жевать. Они оторвали, проглотили, оторвали, проглотили. Так, ладно. Надо, короче, закругляться.
Нет, вы с Джиной психоэмоционально похожи. Ну, это и мы с Тайсоном были так похожи. Типа, и он такой добряк, и я тоже. Я вообще по жизни, знаете, и добреньким могу быть, и очень вспыльчивым. Поэтому я так нельзя сказать, что вот именно я похож на Тайсона. Я мог и на Тайсона похожим быть, и на Джинку. То есть у меня и Джинка заряженная, взрывная, и я такой же мог. Я вроде спокойный, но могу как психануть и резко, и все, вот так вот бывает. Дайте кусок тыквы, потом съест. Вот Джинка, кстати, с детства съедала все. Сейчас привередливая насчет вот этих вот всяких овощей. Тыкву не любит. Если только сварить, растолочь и размешать вот так с едой, будет есть. Морковку она вот так ест спокойно, может. И морковку дашь целую, она ее съест. Кабачок не любит, тыкву не любит, огурцы не ест, помидорки не хочет. Короче, вот такая. У Джины твои гены... Гены мои, да? Дайте кусок так. Да, вы оба такие. А вы откуда знаете, какой я взрывной? Я же вам не показываю, какой я взрывной. Вы же не можете знать. Или все-таки вы проглядываете где-то, да, в моих роликах, что я могу... Наверное, я иногда бывает резко как-то могу прокомментировать что-то, да, и вы такой, о, какой-то он это, как-то резко среагировал. Я, может, за собой не замечаю, но бывает, наверное, вам-то виднее, и вас же не обманешь. Вы же все видите. Так, дыква силами ПО, так, видно же по видео и чувствует людей. Чувствую людей. Видно же по видео я и чувствую людей. Мы тебя много лет смотрим, Гузаль. Гузаля, да, Гузалю я знаю много лет она. Ну, насчет лет не знаю, но в последнее время я вас хорошо помню. Елену вот хорошо помню. Елена, СМ, что значит СМ? Дима, в квартире завести малинуа остановила бы только шерсть. Вот если бы не питбуль, я бы малинуа завел бы. Просто малинуа разные бывают. Вот я здесь смотрю у нас в России, в основном они какие-то все шерстяные. Вот я смотрю в Инстаграме, там другие малинуа. Более какие-то короткошерстные. Я бы таких вот короткошерстных предпочел. Но, возможно бы, если бы не питбуль, я бы завел малинуа. Потому что это более мне по душе, вот этот темперамент вот, малинуавский. Энергетика вот эта, заряженность. Я не могу, вот когда собака медлительная, вот что-то как-то медленно все делает. Ходит еле-еле. И мне надо все быстрее, вот такой я. Наверное, я взрывной, да, характер у меня, поэтому я вот у меня сижу, у меня нога трясется вот так вот. Нервы. И у меня собака так. Она тоже сейчас нервничает, наверное. Мы сейчас на улицу пойдем, и она там будет отрываться на улице. По тебе видно, да, нервная? Нервная, да, Ольга? Сергей, твоя дружина хоть овощи ест, моя только мясо выковывает. Не, вы это овощи берете, если не ест сырыми, варите, например, тыкву, морковку, капусту, а потом вот так вот, или через блендер, вот был бы у меня блендер, кашицу делаете, а потом смешиваете с этим мясом, и все будет съедаться нормально. Ну, хоть 50% по-любому она съест. Вот так можно обманывать. Да, малино это прям твое. Малинку я бы взял, да, Елена. Мне нравятся малинки. Мне нравится, когда собака хочет со мной работать. Вот и бордер колли мне тоже нравятся. Ну, они какие-то все-таки... Мне нравится... Я хочу, чтобы собака была собака. То есть питбуль, овчарка. Вот это собаки. А бордер колли, она какая-то маленькая, худенькая, легкая.
Да, она работает с тобой, да, она классная компаньон, с ней прикольно. Ну, может быть, на старости лет я и возьму. Мне кажется, она какая-то женская собака, что ли. Мне больше вот что-нибудь такое, вот овчарка, малинуа или питбуль, или боксер. Ты отходчив. А да, вот это да, я тоже, я с этим согласен. Я вспыльчивый, но отходчивый. То есть я никогда не держу зла. Я могу, да, вспылить, поругаться резко, да, что-то ляпнуть могу на эмоциях. Но потом раз, и я быстро отхожу, да. Я также могу сделать первый шаг навстречу. Я не злопамятный, не какой-то там этот гордый. Хотя гордыня, наверное, у меня есть. Ну, стараюсь не быть гордым. Мясом сырым, да, надо мясом сырым кормить, конечно. Не нервный ты справедливый, ты же человек, не робот в конце концов. Но, наверное, все-таки это жизнь такая у нас сейчас, что меня все вокруг раздражает. Не, ну правда, иду я с собакой. Вот выхожу из района, да, вот тут дорога, например, вот тут тоже дорожка из района на центральную дорогу. И я такой иду, к примеру, и нету машин вот тут, никто не едет. И как только я дохожу до этой дорожки, чтобы перейти ее, обязательно тут либо там встанет кто-то, не может выехать, тут машина встала, тут. Вот отвечаю, вот это вот все ко мне притягивается. Наверное, я сам вот об этом думаю, и оно вот ко мне притягивается. Постоянно я из-за этого так нервничаю. Я говорю, ну почему? Как только я подхожу к дороге, сразу начинают ехать, и мне приходится вот останавливаться и ждать, пока они тут развернутся, проедут. Вот я шел к этой дороге, никого, ни одной машины не было. Метров 30-40, вот никого не было. Ну почему нельзя было до меня проехать, а? Или когда я пройду эту дорогу, потом вот за мной проезжаете. Нет, вот я подхожу, и они все вот тут, блин, не чтобы ладно проехал, и чтобы я не остановился. Нет, они вот и тут и не могут они разъехаться, вот именно передо мной, блин. Меня это так раздражает. Ну почему, говорю, вот так происходит? Или светофор. Подходишь к светофору, блин, видишь зеленый свет. Как только подходишь к светофору, ну, убежать не хочется, там скользко. Подходишь к светофору, красный свет, приходится нажимать и ждать, пока оно там загорится. Вот постоянно такая фигня. Ну, говорят же, мысли, они материальны. О чем думаешь, что и приходит. А как будешь в авто ездить? Наверное, буду материть всех вокруг. Потому что я такой правильный, я если что-то делаю, я делаю все вот правильно, как надо. И меня раздражает, когда кто-то мне мешает чем-то. И по-любому на дорогах же вот этих оленей много. Я не знаю, как я буду ездить. Я помню, когда был женат, у нее отец, тесть мой, как он матерился, это просто. Он культурный человек, психотерапевт, врач. Но когда за руль садится, это просто в него вселяется какой-то шайтан, и он матюкает просто всех проезжающих. И пешеходов материт, и проезжающих, да что ты, мать твою, так медленно едешь, начинает нарушать. Я говорю, вот за рулем, наверное, мне придется, наверное, я буду часто нарушать из-за своей вот этой вот психической нестабильности, что ли. Наверное, знаете, как бывает? Психологов я часто вот смотрю, они говорят, вот умный человек, у умного человека всегда очень много разных мыслей. Он не может просто расслабиться, например, и уснуть. Он не может просто так идти, ни о чем не думать. У него постоянно
куча разных мыслей. Он не может, поэтому вот эти куча разных мыслей, здесь идей, здесь и со всех сторон, он все вот это вот знает, все это переварит, и его все вот это раздражает, он вроде бы он все видит. А если у тебя одно полушарие плохо работает, то есть ты не соображаешь, что там часть, да, мозга плохо работает, ты все, ты можешь отключиться, и тебе все вообще на всех по барабану. Кто там что-то нарушает, кто там тебе подрезал, ты так спокойно ко всему относишься, вообще тебе ничего не раздражает. Тебе пофигу, кто там что тебе сказал, тебе пофигу, кто там тебе дорогу перешел. Вообще, знаете, есть такие люди, по барабану все. Собака кидается на других, вообще наплевать, отпустил с поводка, побежал. А мы тут, короче, гуляем с выпитыми. Помните этот на тазик кидался этот маламут? 2 раза он на тазик накидался, 1 раз в лесу, 1 раз в парке. И постоянно он был без поводка. Если этого мужика встретили с маламутом, я говорю, ой, блин, это маламут, а это хозяйка выпитов, говорит, тоже, ой, мы его тоже не любим, какой-то он сумасшедший. И, короче, мы это, говорю, давай свернем с тропинки, иначе они с Джинкой сейчас зацепятся, потому что там маламут, он такой огромный, его очень сложно удержать, он просто на всех кидается, да, девка, пацан, пофигу, а там узкая в лесу тропинка, и мы чуть-чуть свернули туда, а у нее есть новая собака, борзая, щенок, 7 месяцев. Но она добродушная, она ко всем, она плохо ее слушается, она ко всем собакам подбегает. Но знаете, она так вот очень аккуратно подбегает. То есть собака стоит, она может так вот за 2 метра встать, всматриваться в эту собаку, в ее намерения. Она агрессивная, не агрессивная. Она вот так вот ляжет и вот так вот аккуратненько вот по полу, вот так вот, и чуть ли не на спине уже лежит, вот так хвостиком виляет, типа, я на лопатках, но можно тебя понюхать, и все. Вот так она к собакам подходит знакомиться. Поэтому ее и никто не обижает. И этот маламут тоже ее понюхал, типа, она там валяется, он ее понюхал так. А этот мужик такой, говорит нам, вообще-то, говорит, в общественных местах нужно собаку держать на поводке. Ты прикинь, мам? Этот хер, который отпускал собаку свою с поводка, который убегал и кидался на мою собаку, я его сколько раз материл, я ему вот эти нотации читал, говорю, какого хера ты отпускаешь свою собаку, если она тебя не слушается? Если ты знаешь, что она у тебя убегает и дерется с другими собаками, ну хоть намордник ты надень хотя бы. И теперь он, походу, на него, наверное, много заявлений начало поступать, он теперь с поводка не спускает, и сам теперь каждому вот эти нотации читает. И когда он нам начал говорить, ну мы типа отошли в сторонку метров 15, он так вслух говорит, вообще-то собаку нужно держать на поводке, там, и что-то начал дальше. И я такой говорю ей, ни хрена себе, ты вообще знаешь, что это его пес 2 раза на Тайсона кидался, что он без поводка бегал везде, он его вообще не слушается, и он мне будет это рассказывать. Я вообще охренел, когда это услышал, блин. Ну, хоть ладно, значит, у него мозги включились хоть. И он начал на поводке держать, и людям начал объяснять, что это ненормально. Вот это хорошо, что значит у него мозг включился. Я думал, они вообще оба безбашенные хозяева. Это хорошо, ладно. Я просто удивился, что, блин, человек, у которого собака не слушается, убегает и дерется, и еще он мне будет вот это рассказывать. Я вообще охренел, конечно. Да, хоть чему-то научился мужик. Но я говорю, это потому что он одного Джек Рассела подрал, хозяйка мне рассказывала, они его зашивать ездили в ветеринарку. Это только она мне рассказала, а сколько таких вот на районе он еще покусал. И, видимо, заявлений много на него уже поступать начал, раз он взялся за ум, может быть, его и даже оштрафовали, что он вот после этого всего начал и даже другим нотации читать. Но это, конечно, исправился, молодец. Пусть, да, теперь всех учат, кто без поводков. Не, ну это правильно. Если ты видишь впереди собаку, возьми свою.
если ты знаком с этой собакой, и твои собаки не конфликтуют, то могут еще они подбежать друг к другу понюхать. Но если твоя собака агрессивная или ты не знаешь ту собаку, которая идет тебе навстречу, возьми свою, оба на поводках, пройдите друг друга и потом отпускайте, если ты контролируешь без поводка, отпускайте ради бога, ну, чтобы не было вот этих вот стычек на улице. Я для чего своих собак дрессирую, чтобы они на улице меня слушались, чтобы я мог отпустить с поводка, и если я вижу другую собаку, в любой момент я ее подзову, она прибежит. Ну давайте я тоже заведу питбуля, блин, и просто его отпущу с поводка, и пускай он бежит в лес или там по району будет бегать, а потом вечером прибежит. Ну это же ненормально. Так. Рузанна спрашивает: Дмитрий, а сколько у вас собак? Рузанна, вот для вас я сейчас оставлю ссылку на наш телеграм-канал. Вот я оставил. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я вам покажу всех своих собак и вам там все расскажут. Залетайте, у нас там весело. Закрепить другое сообщение. Все, закрепил. Закрепил, вот, залетайте к нам в телегу. Рузанна. Раз уж вы еще не знакомы с нами. Татьяна, нет, вот бывает дикие сами еще травят на других собак, типа боксер, круто, и Уолли доказала, что нет, совсем не круто. Та, я подписалась, Рузанна. А, тогда базару нет, кабжок. Хорошо. А что не отметились? Ну ладно, ничего страшного. Меня же Нихаль. А, Нихаль. Это вы, Нихаль? А почему Рузанна? Так вы кто? Шифруетесь, что ли, от кого-то? Вас, наверное, и не так не звать, и не так. А может быть, по-другому совсем вас зовут, да? Серега пишет так. Серега пишет. Тихо. Лучше питбуля может быть только... Лучше питбуль. Два питбуля, Серега, не лучше питбуль. Лучше питбуль не может быть лучше питбуля. Лучше питбуля может быть два питбуля. Ну, это я также говорил, когда у меня был Тайсон. Я говорил, лучше боксера может быть только два боксера. А каждый говорит так про свою породу. У кого там Канекорса или Алабай или Чихуа или лабрадор, говорит, лучше лабрадора может быть только лабрадор. Дмитрий, а как вы относитесь к ротвейлерам? Нравится ли вам эта порода? Ну, хорошо, очень отношусь к ротвейлерам, очень даже нравится, классная порода. Вот есть доберман, а есть ротвейлер. Доберманы вообще не нравятся. Вот, наверное, из-за их носатости своей. А ротваки очень, у них такая мощь. Такие квадратные, мощные, энергичные ротваки. Но только не вот эти вот плюшевые, декоративные шоу-класса, которые вот сейчас короткомордые, вот эти мне такие не нравятся. Нормальный, носатый, ну как вот, обычная ротвейлерская морда. Такие мне нравятся. А я же написала вам, вы не заметили, красивый мужчина, а у меня два имени просто. А, ну понятно. Спасибо, очень приятно, Рузанна, 12. Это вам 12 лет, значит, да? Так, Дима, а до Тайсона у вас какие породы были? Да, у меня Тайсон первая собака. В 25 лет я завел Тайсона. Тазик прожил со мной 11 лет. И я завел на старости лет Джинку. И было у меня две собаки. Совсем недавно. И две собаки это сложновато. Очень комфортно, когда у тебя одна собака. Ха-ха-ха. А по фотографии скажете мне лет 12? Да может это не ваши фотографии. И у вас там аватарки у всех разные. Одно дело, если бы вы каждый свою фотографию ставили, это да, я бы понимал, что это вот этот вот такой, этот сякой,
Это мужчина, а это... Тут даже не различишь, может быть, вы вообще мужчина. Сейчас такие ники делают, и хрен поймешь, кто там из вас. Кто вы, мужчина или женщина? Кирилл Шабанов. Лучшие собаки на планете Земля. Знай, это Тим. Лучшие собаки на планете Земля. А ты откуда знаешь, Кирилл, у тебя тоже собака есть? У тебя же нет собаки, да? Ты нам мне свою собаку ни разу не показывал, значит, у тебя нет собаки. Откуда ты знаешь? Так выразился, завел на старости лет Джину. На старости лет Тазик, когда Тазику было 12 лет. Ой, на старости лет. Тим, кто лучше, по-вашему, Пит или Став? Конечно, Пит. Зачем их сравнивать вообще? Пит это и есть сам Став. Только он пошел по линии шоу линия. Это и есть тот же Пит. Только поменял чуть-чуть вот направление свое и все. Это даже сравнивать не нужно. Просто, да, амстафы сейчас есть, да, их можно различить, питы и амстафы. Амстафы, они более такие коренастые, морды у них более такие квадратные. Но опять же, и питы такие же есть, тоже коренастые, и морды и скулы у них тоже есть. Они вообще разные, у них нет стандарта, они все типажи очень такие вот разные. И амстафы есть более схожие с питами, а есть реально очень вот заметно, что это амстаф. Вот который в последнем ролике я вам показывал, да, мы познакомились с щенком, 6 месяцев ему, да, там голубой амстаф. Вот по нему, да, видно, что это амстаф. Не знаю, у него морда вот какая-то сразу видно, какая-то квадратная. У питов более другое. Вот они, я даже там сказал в видео, какие-то вот питы, они более длиннее, что ли, или что. Там амстафы, может, какие-то покороче. Но опять же, амстафы тоже все разные бывают. Поэтому даже сравнивать не надо. Это есть пит. Пит есть пит. Дима, у меня пит, чем старее, тем тупее. Тем умнее, уже 11 лет. А как это проявляется? Ой, не могу. Дима, а чем кормите питбуля? Мясом? Собак ловим на улице. Каждое утро новая свежая собачка. Такие обычно чихуашки, йорики маленькие. Кто слишком много лает, тот идет на завтрак. Стараемся мелких таких только вылавливать, отлавливать. Чтобы сразу за один присест, чтобы на завтра не оставлялось, чтобы свежачок такой тепленький был для Джиночки. Я же люблю свою собачку, она должна быть свеженькая, тепленькая. Татьяна, Дима, ты не старый и еще семью создать сумеешь, все будет хорошо. Знаете, я что-то не хочу вот семейную жизнь. Ну, просто, наверное, мне не встретился тот человек, с которым бы и мне хотелось бы быть. Реально хотелось бы. Не так вот, чтобы ради, как будто, как знаете, по стандарту, вот надо и все. Не так. А хочется, чтобы реально тебе тянуло, тебе желание, ты горел желанием быть с этим человеком и захотеть от него ребенка. Не знаю, я к этому, наверное, не приду, в конце концов. Я имею в виду Тазика и Джинку, я про твоих собак. А я уже забыл, что ты писал. Все это с памятью с моей стало. А может, сам пойдешь по шоу, а собаки отдохнут? А может, ты сам пойдешь по шоу, а собаки отдохнут? Ольга пишет: Дима, почему зимой не одеваете Жинку? У тебя сейчас заказ на вязаную одежду для Канекорса. У меня сейчас заказ на вязаную одежду. Я не одеваю. Нам вот вчера на прогулке хозяйка этих выпитов
принесла этот, как это называется? Как это называется? Без рукавов. Ну, короче, такая на тело, телогреечка зеленого цвета. Но она так зашла к ней, влетая. Потому что когда она брала себе этого борзую, когда она была маленькая, она ей одевала вот ну да, вот, жилетка Ирина, да, жилетка. Она ей взяла эту жилетку. А эта борзая выросла, просто вымахала так, она выросла, вытянулась, и все, жилетка осталась. В общем, она говорит, давай я принесу Джинке, пускай ходит. Я говорю, не надо нам, мы все равно одевать не будем. Нет, говорит, принесу. И вот она вчера принесла, одели, просто как влетая. Я заснял, я вам покажу. Я не узнал свою собаку. Первый раз в жизни Джина была в одежде. Я говорю, ты забери, я все равно носить не буду. Ну, Джина не буду носить. Тем более уже зима заканчивается. Да оставь, говорит, пригодится. Я говорю, блин, ну ладно. В общем, жилетка у нас. Короче, друзья, вы знаете, сколько нам предлагали вот этих всяких одежек? Мы вам сошьем бесплатно. Я говорю, не надо нам, мы не носим такое. Мне даже даром не надо, понимаете? Ну вот эту вот я взял, но потому что, блин, как летая. Реально, вот все, она по длине, по ширине, все как летая. Вошло, застегнули, как будто на нее сшито. Так прикольно. Но... Вот до сюда она внизу. А значит пах, я говорю, вот самое, что я бы хотел защитить у Джиночки, это животик. Потому что у питов пузо голое совсем. Зачем вот эта телогрейка покрывает спину, вот, бока? Оно не мерзнет. Вы хоть раз потрогали свою собаку в мороз, тело, оно теплое. Оно вообще не замерзает. Замерзает вот соски и животик. Животик, вот именно конечности, соски. Здесь у нее вообще нет шерсти. И то даже живот тепленький. Соски мерзнут. Ради этого я бы ей что-нибудь надевал. И вот мы надели, вроде все хорошо сидит, ну а животик у нее все равно голенький. Она все равно вот так чуть-чуть скручивается. Я говорю, а смысл вот этой жилетки, если у нее вот тут вот все, что голое, оно и осталось голым. Почему нельзя туда дальше как-то придумать, где-то как-то так сшить, чтобы пузо было закрытое? Поэтому вот так вот. Мы уже погуляли, а вы до сих пор разговариваете. Просто Вика. Вика, а вы на наш телеграм-то почему не подписались до сих пор? Ссылка в закрепленном комментарии. Так, душегрейка. Душегрейка, конечно. О, Рамина, привет, привет, Рамина. Душегрейка, конечно же, душу греет. И папки, и Зиночки. Ирина, а того злобного маламута, которого Тайсон 2 раза покусал с Джинкой, не встречали? Ну, мы их часто встречаем. Ну как, не часто. Раньше часто встречались. Сейчас, когда зима, видимо, они в своем районе. Мы их в своем районе... Мы просто на днях пошли в их район, и там их встретили. А днем... И когда лето, они ходили в парк, где мы гуляем, и мы их там часто видели. А летом, а зимой, видимо, когда холодно, они ходят все на районе у себя. Вот. Маламут с Джинкой мы не пересекались. И я бы не хотел, чтобы они пересеклись. Дима, как тебе Жарпей, что скажешь о породе? Вообще равнодушен к этой породе. Очень вообще редкая собака. Ну и как-то мне она не привлекает никак. Никак вообще. Никак не привлекает эта собака. Дима, привет. Анна Абрамова. Привет, Анна. Привет. Надо еще подбирать жилетки под рот собаки. Те, что с голым пузом, это для кобельков. Нет, нет. Она же брала для суки. У нее же тоже сука. Просто Вика подписана. Молодец. Сейчас посмотрю. Нет, не подписано. Нет у тебя здесь, Вика. Пока оповещение не пришло. С Днем Защитника Отечества тебя, Дима.
О, Валентина Муртазина. Муртазина. Здравствуйте, спасибо. Да, Димочка, я только зашла, с праздником вас. Спасибо, Варамина, спасибо. Привет из Латвии. Латвия, привет, привет. Лиене. Лиене. Привет, привет. Кирилл пишет, ну что твои собаки, Дим, самые лучшие? Я таких реально не встречал. Ну что твои собаки... ты вот что написал. Ну что твои собаки самые лучшие? Я таких не встречал. Ну, конечно же, они самые лучшие. Для меня, как для хозяина, они самые лучшие. Ну, я стараюсь, чтобы они были лучшими. Ой, блин. Ты прикинь, я даже чихнул. Ой, нам тут Колли прислали. Колли, Татьяна прислала свою собаку. Смотрите, Колли. Это вот такая же собака, которая жила в моем доме, когда я был еще щеглом. Ой, не то. Вот. Обычная вот эта классическая Колли, да. Не, ну это у вас маленькая Колли, по-моему. Есть же мини вот эти Колли. А та большая была вон той. Как вас зовут? Татьяна. У вас, по-моему, маленькая Колли. Морда уж больно какая-то мелкая. А есть покрупнее вот эти Колли. Да, Диночка, я тебя случайно ногой задел, да? Сейчас гулять пойдем, зайка. Будь здоров, спасибо большое, спасибо. Вижу 2 новых ролика сегодня, а я сразу сюда. Хочется вас послушать. 2 ролика новика? Ой, что я сказал? 2 ролика новика. 2 новых ролика? А почему 2? Сегодня у нас только 1 был это. Нет, это элитная собака, лучший представитель породы на выставке. Ну, нам приятно с вами здесь находиться, в общем. Нам приятно видеть вас в нашей компании. Дима, фотку скинешь Джинку в жилете? Да, я вам сейчас покажу. А куда вам скинуть? Я могу в телефоне показать. Показать или потом видео увидите. Я видео в следующий раз, когда буду монтировать. Или сейчас могу вам сюда показать, если вам интересно. Могу даже видео показать, я же видео снял. Так, привет, Дима. Привет. В Телеграм. Вот, точно. Залетайте к нам в Телеграм, я вам сейчас скину. Классная идея. И вот как вас заманить в Телеграм, кто захочет посмотреть. Все. В Ютубе не буду показывать. Это коротенькие видюшки я буду выкладывать только в Телеграм. Залетайте к нам в Телеграм пока бесплатно. Ирина, молодец, что подсказали. Так, не дочитал. Привет, Дим, мы с Анапы, и у меня доберман. Так я его одеваю, его даже в плюс 25 одеваю. Какую майку дома ходит в пижаме. А что это он у вас мерзляка такой, доберман? Ишь ты. И когда приезжал в Тюмень, играл только на ней, записал. Альбом есть пластика. Сейчас, друзья, в телегу скину этот. Джиночка в этой телогрейке. Сейчас, где моя Джиночка в телогреечке? Да. Друзья, это не Джина, я свою собаку не узнаю. Почему-то все хотят Джину одеть, а? Вот одеть надо срочно. Тут не подскользнитесь, я вас прошу. Вот Джинка сразу выбежала. Что, услышала, да? Где нота, Джина? Где нота? А где Аргуния? Где нота? Где нота? Где нота? Подружка ее. Так, сейчас. Какой вам? Покороче ролик закинуть? Димка, ты не хочешь с ней играть, да, Соряна? Всем сует игрушечки. А вы никто не хотите с ней играть. Вообще Джинка спокойная после течки стала. Там 3 девчонки
3 девки и с игрушками бегают, Джинка вообще не реагирует. Обычно она не любит, когда рядом есть игрушки. Только у нее должна быть игрушка. Она даже не отбирает нифига. Вот почему-то именно к этим собакам она вот так спокойно относится. Видимо, они очень добродушно к Джинке ну, поэтому она с ними тоже хорошо. И сейчас я коротенький сделаю видосик. Да. Друзья, это не Джина, я свою собаку не узнаю. Почему-то все хотят Джину, все хотят Джину одеть, а? Вот одеть на... Срочно. А, вы уже тут все ждете. Ах, вы какие хитрюги, а? Все сразу отсюда в Ютубе сюда пришли. Все хотят посмотреть, а? Хитрюги. Сейчас. Джина в одежде. Это вы где такое видели, чтобы Джина была в одежде? Никогда такого не было. Это эксклюзив вообще. Сейчас я загружу, ребят. Кнопочку дайте нажать кнопку, меня отвлекаете вы тут. Так и напишу эксклюзив. Зиу. Все. Эксклюзив. Залетайте, друзья, к нам в телегу. Посмотрите на одетую Жиночку. Все так хотели. Прям, ну, Жиночка мерзнет, ну, одень ты. Не издевайся. Вот, получайте. Хоть раз в жизни увидите Жинку одетую. И то не мороз был. Вчера вообще -2 было вчера. Сегодня вообще, по-моему, 0 или +1. Ну, этот комбез идет, и цвет зеленый такой, очень классный, темно-зеленый такой, прикольный. И прям вот в цвет ей вошел, как будто на нее сшито. Так что, друзья, залетайте в Телеграм, смотрите, кто у нас. Ссылка в описании, вот, Джинка богиня. Ссылка в закрепленном комментарии. Вот я вам сейчас еще скину. А где ссылка на взяли шлейку? А где ссылка, где вы взяли шлейку? Снежинка, я же вам скидывал уже в Телеграме. Вы забыли или это не вы были? Дима, приветик от нас. Приветик Джиночке. Мой фаворит Питбульс. Мой фаворит Питбульс. Кто это мой фаворит Питбульс? Привет, привет. Мой фаворит Питбульс. Так, надеюсь, ты нам в ролике покажешь Жинку в одежде. Только в Телеграме. У тебя же нет Телеграма. Английский бульдог. Мы все ждем. А что вы ждете? Вы сюда заходите. В Телеграм я скину. Нет, вам не покажу. В Телеграм заходите и смотрите. Вот вы видите, вот подписывайтесь сразу. Хотите, заходите. У нас тут эксклюзива столько. Я в YouTube не все выкладываю. Дима, это мы шлейку шили. Ну все понятно. А то же я знаю тебя как Катя, а тут мой фаворит Питбульс. Сейчас столько всяких разных Питбульс, поэтому я, извиняйте, не признал. Вот, залетайте к нам в Телеграм и спрашивайте меня там про шлейку. Я вам всем ссылку скидываю у нас в Телеграме. Кто нам шил? Катя, да, Катя. Катя нам шила шлейку, такая классная. Поэтому все в Телеграм. Ирина. Дима, а что у меня нет фото? У меня цветок красивый. У Ирины есть фото, но я же не знаю, кто вы, Ирина. Надо фотографию, лицо, чтобы я видел, что это Ирина. Что там написали нам? И красиво по цвету, вот, говорят. Супер, классная такая, без рукавочки. Жилеточки, можно ссылку, пожалуйста? Ссылку на Катю сейчас. Катю. Захожу на Катю. Копирую ее аккаунт. Вот она сейчас вам может даже ответить. Напишите ей.
Так, поделиться. Скопировать ссылку. Уходим в Telegram. Можно ссылку, пожалуйста. Так, все, сейчас я вам в личку, Диана, скидываю. Привет, Диана. Вот ссылка на Катю. А, Ирина, вы тут уже? У вас тут дерево с цветами, да? Вы поменяйте все свои аватарки, поставьте фотографию свою, чтобы вас было можно идентифицировать. Кирилл Шабанов, тоже аватарку поменяй. А то Кирилл Шабанов, мы тебя в лицо должны знать, нашего Кирилла. О, Виктория тоже своего Канекорса показывает в телогрейке. Все мерзляки, прям, боже мой. Все в телегрейке. Даже Джина теперь в телогрейке. Даже в жилетке она другая, Ирина. Да, я говорю, я одел, я даже не узнал Джинку. Вот если она где-то там пробегала бы, эта собака в телогрейке, я бы не узнал, я бы не знал, что это Джина. Потому что Джина у меня без телогреек обычно. Я ее так узнаю. А в жилетке я бы ее не узнал никогда. А у нас есть аватарка Оля Хасанова? Нет, у вас тоже нет аватарки. У вас вот О какая-то буква стоит просто и все. Вот вы Оля Хасанова, и, видимо, вы не меняли аватарку. У вас просто вот на кружочке вашем, на аватарке О. Вот так вот. И все. Поменяйте свою фотографию, поставьте. Татьяна Самусева. Дима, сколько овощей даешь Джинке? Тоже буква Т стоит на аватарке. Сколько овощей даю иногда. Как вот вам сказать? Просто на глаз даю и все. А сколько там, я же не вешаю в граммах. Так, Джинке скоро подарочек придет, ждите. Катерина нам еще что-то там придумала. Шьют что-то там, еще один подарочек. Не, ну шлейка, да, зачетная, классная. И цвет молодцы подобрали. Я говорю, я ж как сказал, я такой, знаете, когда она меня спрашивала, какой цвет, там она мне скинула миллионы этих цветов, этих стропы, говорит, вот тебе выбирай. Стропы выбирай цвет, потом прокладки, подкладки под стропу. Мягкая вот это, тоже выбирай цвет. Как я могу выбрать? Там столько цветов, и все красивые. Я говорю, как это можно выбрать? И у меня что-то голова так это разболелась. Я говорю, Кать, давай это сами там, сами сделайте, и будет пускай сюрприз. И не говори, какой цвет, что там, как сделали. Вот как сделаете, так вот и сделайте. Пусть будет сюрприз. И молодцы, сделали такую вот красивую на черном. Желтая джиночка такая написана. Офигенно. А что у некоторых и здесь аватарки не видны? У тебя, мам, вот цветок стоит какой-то. Да, шьем. А как думаешь, кто сильнее, рабочая малиной или рабочий пит? Это все индивидуально. Нужно конкретно собак брать и смотреть их рабочие качества. Дим, дай контакт человека, кто делал ошейник Джинки, хочу такой же взять. Напишите мне в Телеграм, я вам скину. Я вам скину. Очень хорошо в морозы. Но опять же, в морозы, у Джинки ничего не мерзнет, кроме вот как соски краснеют. Я только хотел бы ей закрыть вот все пузико. Но так как жилетка, оно пузико все равно открыто. А смысл в морозы гулять в жилетке, если мы не можем в морозы из-за жилетки гулять больше? Собака все равно будет мерзнуть, у нее лапки будут мерзнуть. Вот как мы гуляем в морозы 15-20 минут максимум, да? Так же она и в жилетке будет эти 15-20 минут и гулять.
И что от этого, теплее что ли будет? Она и так не мерзнет, у нее спина вообще не мерзнет. У нее мерзнет только вот соски, и то. И то не успевают замерзнуть, потому что ты как хозяин сам смотри по собаке. Если она замерзает, то побыстрее гуляйте. Если ей комфортно, можно подольше погулять. Впрочем, для здоровья полезны холода. У нас минус 23. Я поэтому и Джину не одеваю. Потому что я знаю, что если я сейчас буду Джинку одевать в эту телогрейку, она потом без телогрейки будет выходить, и я узнаю психологию собаки, потому что ты только дай собаке что-нибудь комфортное, и когда настанет дискомфорт, она будет этого сторониться, понимаете? Это просто психология. Я уже знаю, что будет. Как только ты оденешь свою собаку в эту телогрейку, потом ты без телогрейки, твоя собака в дождик, в слякоть, в какую-нибудь вьюгу и в ветер сильный, дверь с подъезда откроется, она вот так посмотрит, скажет: не, я не пойду, я только лучше дома пописываю. Я же знаю, друзья, как это все. Поэтому я очень продуманный, прошаренный. Поэтому мы не ходим в телогрейках. У Джинки все вот эти собаки, мама, папа, они все на улице живут. В мороз, в будках сидят. Это вам не Колли пушистый, не Алабай волосатый, а короткошерстный питбуль. И они вот себе, я говорю, а как они там в будке не замерзают? А она говорит, у них закрыт, во-первых, когда на заходе, там закрывается. И там вокруг там сено, какое-нибудь там что-нибудь кладешь. И они при помощи своего дыхания отапливают эту маленькую будку. Вот, то есть там будка, почему делают будки маленькие? Потому что собаки, они своим дыханием отапливают, понимаете? Они вот дышат теплом. И при помощи этого, да, это не как батарея, конечно, да, так, масляный обогреватель. Но все равно они при помощи дыхания отапливают вот эту свою будочку. И поэтому у них вырабатывается иммунитет. А когда ты собаке даешь все готовенькое, одежду, шубу, там, тапочки, валенки, иммунитет не работает нифига. Он не борется ни с чем. Организм. И чуть что сразу собака заболеет, какой-нибудь сквознячок будет. Понимаете? Поэтому, когда собака сытая, имеет много лишнего веса, живет в тепле, это самая слабая собака. Так, ну что, давайте закругляться. А как тебе писать? Вы в Телеграм зайдите, напишите, где ссылка на контакты Шлейки. Я вам в личку ссылку сошлю. Вот. Это я так заманиваю, Кать, чтобы все ко мне присылались. А то сейчас вам оставишь там ссылку, и никто ко мне не зайдет. Поэтому я все вот так хитро делаю. Хотите такую же шлеечку, заходите ко мне в Телеграм. Кать, знаешь, что я вообще думал? Я думаю, ты будешь не против, если бы мы что-нибудь с тобой придумали и разыграли бы какой-нибудь твой ошейник. Сказали бы условия какие-нибудь. Бесплатно. Ну, какие-нибудь условия. Там подписаться на меня, на тебя, на твой канал, там где там у тебя. И я как-то выберу победителя и отошлешь ему подарочек. А? Как ты думаешь? Мне кажется, тебе тоже это будет хорошо. Надо будет что-нибудь обдумать это. О, согласна. Так что как-нибудь с тобой замутим это. Так, Даня Бультерьер. Хотите, друзья, ошейник себе какой-нибудь новенький, классный? Надо будет вам разыграть его. Так, я тоже не надеваю одежду ни в какую погоду.
Правильно, все правильно говорите, Дима, Рамина. Ну, Рамина всегда на нашей волне, она всегда нас поддерживает. Так, прямо сейчас напишу. Да, пишите, пишите, я же жду. А, вот вы, Серга, Серга, да? А, сейчас я вам отвечу, Серга. Катя, будете мне проценты отстегивать? Так, сейчас, ошейник от Кати. Все, Серга скинул вам. Кто вы, Серга? Вот здесь вы Лихам, а здесь вы Серга. А, здесь вы Диана? Что-то вообще непонятно. Вы как вот так вообще? Здесь Серга, а там Диана. Ну ладно, не важно. Кирилл, так, какой душевный стрим, Димчик, спасибо большое тебе. Тебе спасибо, что ты же сказал, давай стрим запускай. Если бы не ты, я бы и картошку бы сейчас ел свою. Так, 50 на 50. Базару нет, и у тебя интерес, и у меня будет. Это хорошо, ладно, все. Все, 50 на 50. 60 мне, 50 вам. Да не, шучу. Так. Тут я просто смотрю, нам скинули Колли, как она бегает за этим, за пулером. Колли. Блин, как вы в этом Колли клещей собираете? А там же вообще ничего не видно. Ирина, я поставила фото. Ирина, а что там у вас за фото? Картинка какая-то, не видно просто. На телефоне, может быть, будет видно. Шотландская Коля. А, ну понял, да. Так, всегда договоримся. Да, конечно, договоримся. Так, написал под последним постом, написал, я ответил вам. Кирилл, так, все, друзья, да? Все. Давайте это тогда. Закругляемся. У матросов, если нет вопросов, пойдем мы с Жиночкой гулять. Уже время, блин, позднее, уже 10:30, нам уже гулять пора. Давайте, всех обнял, всем пока. Залетайте в Телеграм, будем проводить розыгрыш, потому что кто не успеет, тот останется без ошейника. Так что залетайте все в Телеграм, будем вас там, будем здесь разыгрывать. В Телеграме. Среди своих. Среди своих. Все, друзья, всех обнял. Пока-пока.